Всем доброе утро. Разрешите открыть конференцию у нас по детской нейрохирургии в федеральном нашем центре. Очередной раз, ежегодная у нас получается конференция. Это у нас уже третья конференция по детской нейрохирургии. К нам приехал приглашенный лектор, профессор Тамали Улих. Он приехал из Шарите госпиталя, университетского госпиталя Германии, как заведующий детским отделением. Он прочитает серию лекций очень интересных, связанных с эндоскопическим использованием при гидроцефалии, кистах, при опухолях головного мозга и так далее. У нас в плане будет на сегодня немножко небольшие изменения в программе. В частности, вместо живой хирургии у нас будет мастер-класс на сегодня. Мастер-класс будет включать в себя работу на кадаверном материале, на бараньих головах с использованием эндоскопической и микрохирургической техники. Вот. А на завтра мы перенесли живую хирургию, и завтра будут показательные видеооперации, которые будут демонстрироваться на нас на экране. Вы можете все это посмотреть будете либо здесь, либо в операционных. Вот. Модератором у нас будет это Мусин Арслан, это ординатор 2-го года по нейрохирургии, кафедры нейрохирургии Первого медицинского университета. Вот. Ему вот и даем слово для того, чтобы дальше продолжить конференцию. Спасибо. Все, можно начинать. Дорогие друзья, доброе утро. Я также рад приветствовать вас на нашей конференции, посвященной эндоскопической детской нейрохирургии. На сегодня, как сказал Юрий Алексеевич, наш план следующий, то есть у нас будут некоторые лекции, доклады, в том числе и профессора Ульриха Тамаля, и потом будет мастер-класс после обеда в 14:15 на кадаверах. Если профессор готов, можно начать лекцию. Прошу вас, профессор Ульрих Тамаля, сейчас вам прочитать лекцию по шунт, философии и техника, МИТКа.
So, first of all, thank you very much Большое спасибо, прежде всего, for having me for the second time in Tumain. за то, что второй раз меня уже пригласили в Тюмень. Last year, we did also a course here in Tumain, which was very successful, and I have very good memory being in Russia at that time. В прошлом году у нас тоже был курс, прошел очень успешно, и у меня остались самые лучшие воспоминания об этом приезде в Россию. The program, what you see, is a little bit different to what is now expected, so I changed my talk a little bit, and we'll talk a little bit on pathophysiology of hydrocephalus at the beginning, and then about shunt treatment. And later on we will talk about endoscopy. Ну, вы видите, у нас небольшие изменения по сравнению с печатной версией программы. Мы сначала рассмотрим вопросы патофизиологии гидроцефалии, потом рассмотрим методы лечения. One of the basic ideas of pathophysiology of hydrocephalus is that we are actually not only looking at the CSF. Патофизиология у нас нам дает следующую картину. Здесь не только пути оттока ликвора мы рассматриваем, but we're also looking at the blood flow, the arterial blood flow and the venous blood flow, which is connected, of course, to the heart. And this is all one system, so it's more like a holistic и кровоток, и венозный, и артериальный, который, естественно, связан с сердцем, так что в целом это представляет собой единую систему. And if you look for the origin of hydrocephalus, so the causes, and each step you can find causes why hydrocephalus occurs. Ну, исходные причины развития гидроцефалии вы можете понять, глядя на эту картинку, что вот на каждом из этих этапов такие причины могут возникать. So we can start, for example, for the arterial inflow, where the CSF is produced at the choroid plexus. Например, вот здесь артериальный приток, где у нас образовывается, формируется ликвор вот здесь в сосудистом сплетении. And before that we have the arterial pulsation, which can be normal and balanced, but in some circumstances it can be too high in terms of amplitude. Ну, плюс еще пульс, артериальная пульсация, которая может быть как нормальной, так и иметь увеличенную амплитуду в отдельных случаях. And if the peak pressures are too high, then this can cause a normal pressure, but still a high peak pressure can cause a hydrocephalus itself. И даже при нормальном общем давлении, если пиковые значения слишком высокие, это также может приводить к развитию гидроцефалии. If you look at the choroid plexus itself, you can have an overproduction in plexus papilloma. Что касается, собственно, сосудистого сплетения, здесь может быть избыточная выработка ликвора и плексус папиллома. If you have major CSF pathway obstruction, which would be at the foramen of Monro, at the Sylvian aqueduct, or at the outlets of the fourth ventricle. Далее, препятствие на пути оттока ликвора, это может быть либо в области сильвии водопровода, либо в области четвертого желудочка или третьего желудочка, отверстия Монро. Then you would have a proximal hydrocephalus towards this obstructive location. И, соответственно, гидроцефалия также будет располагаться проксимально к этим точкам, где у нас есть препятствия на путях оттока ликвора. If there are protein overload due to hematoma or infection, sometimes also in metastasis in tumor patients, the CSF resorption is disturbed, and then you would have a global increase of CSF. А может быть также причина нарушения резорбции ликвора в случае, допустим, постинфекционной перегрузки протеинами, инфекциях или же, допустим, наличия опухолей. Then there's also a CSF minor pathway obstruction in the literature described, which means that you have problems within the brain tissue that the CSF is disturbed. В литературе также описаны случаи нарушения в строении самой мозговой ткани, которые также представляют собой препятствия на путях оттока ликвора, менее значительные, чем в первом случае. This can be addressed to aquaporine channels, or it can be seen in CNS malformation, where you don't see the clear reason for hydrocephalus, but this is actually the transport in the tissue, in the brain tissue. Это может быть либо каналы аквапорина, либо может быть какая-то мальформация в области самого ликвора, которая препятствует нормальному оттоку. And last but not least, there's the venous outflow, and if you would have any venous congestion, it can lead, if you have small infants, in macrocephalia,
with external and internal CSF space enlargement. И венозный отток у новорожденных, где голова большая, соответственно, отток может быть также нарушен. Or if you have older patients, you would end up in a so-called idiopathic intracranial hypertension, or formerly said pseudotumor cerebri. Если это пациент более старшего возраста, это может быть так называемая идиопатическая интракраниальная гипертензия. However, if we look at our patients, it's not always so easy to understand each pathophysiology, and what we actually see is a quite high variety of patients. Ну, глядя на пациента конкретного, довольно сложно понять, какая именно патофизиология в данном случае, и мы видим, что здесь разнообразие может быть очень широким. And going from one patient to each spot in the scheme to find the reason, it is, for example, easy in an aqueductal stenosis because the aqueductal stenosis has one problem at one point, and this can be translated as the reason. В каких-то случаях это определить очень просто. Если это, допустим, водопровод, то это достаточно легко. Это один объект, одна точка, и более-менее все очевидно. However, if you have such a patient with a plexus papilloma, which causes overproduction of CSF, with a reason here, это плексус папиллома, то есть избыточная выработка ликвера вот здесь, в этих точках. You also have this big midline shift, and this midline shift causes an obstruction at the foramen of Monro as well as the third ventricle, and thereby causing enlargement of the contralateral side. В этом случае получается препятствие на пути оттока ликвора в районе отверстия Монро и третьего желудочка, и получается, что с одной стороны у нас такое скопление. If you would have a hematoma, intraventricular hematoma in neonates, for example, of course they have a resorption problem due to protein overload. В случае интравентрикулярной гематомы, допустим, у новорожденных, естественно, возникает проблема с резорбцией. But then they can also have an aqueductal stenosis because the blood degradation, inflammatory response will cause an occlusion or sometimes cause an occlusion at the Sylvian aqueduct. And then you have a major CSF pathway obstruction as well, and then you don't know what to treat best. Затем может быть еще и стеноз водопровода. И получается, что приходится решать, где лучше проводить лечение в таком случае. In a spina bifida patient, on the other hand, it may get more complicated because on one side you have the small posterior fossa. В случае с пациентов со спина бифида это может быть даже еще сложнее, потому что в одном случае небольшая задняя ямка. You have a obstruction of the fourth ventricle and the fourth ventricular outlet. Препятствие оттоку на четвертом желудочке, на выходе из четвертого желудочка. Then you have a venous congestion because the venous outflow will be obstructed as well. Затем еще и венозный застой, потому что там тоже есть препятствие оттоку. And then there's also sometimes some malformation inside the brain tissue, associated malformation, which can cause this so-called minor CSF pathway obstruction. И мальформации собственно мозговой ткани, которые также препятствуют оттоку уже в более незначительной степени. So I think this is a lot of theory, of course, but on the other hand, it's very important for us to have an idea for each patient what leads to hydrocephalus in these cases. Теории здесь достаточно много, но с другой стороны для каждого конкретного пациента мы должны установить причины развития гидроцефалии в конкретном случае. In terms of what our therapeutic strategies are, it's a little bit less complicated because we don't have so many tools to treat hydrocephalus. Ну, с точки зрения выбора стратегии лечения уже менее сложно, потому что инструментарий у нас в итоге не такой уж и богатый. We have intermittent treatment of hydrocephalus with external drains or reservoirs. Интермитирующее лечение с использованием внешнего дренажа и резервуаров. We have permanent hydrocephalus treatment by using endoscopy alone, a shunt alone, or in complicated cases we need to combine endoscopy with shunt together. И перманентные методы лечения либо только эндоскопия, либо только шунт, или же в особо сложных случаях эндоскопия плюс шунт. In this following part of my talk, I will focus on the treatment regimen according to shunt alone.
Ну, я в ближайшей своей лекции расскажу вам о методах лечения, когда применяется только шунт. A shunt for a neurosurgeon is sometimes or often seen as a problem because it can cause so many complications. Ну, нейрохирурги часто рассматривают такой метод как достаточно проблематичный из-за высокой частоты осложнений. However, at the time when it was invented, in 1956, by Eric Holter, whose child suffered from hydrocephalus, Ну, однако изобретатель шунтов Эрик Хольтер, который изобрел его в 1956 году, его собственный ребенок также страдал гидроцефалией. he actually started a revolution in neurosurgery. Это изобретение фактически положило начало революции в нейрохирургии. Why? Because before the time of shunting, the mortality rate was 70%, Потому что до появления шунтирования показатели смертности составляли 70%. and most other patients suffered from severe disability. Ну и даже выжившие пациенты была серьезная инвалидизация. Before, they could only do plexotomy or did some ventriculostomy, so this kind of intermittent treatment of hydrocephalus, but never a real permanent. До изобретения шунта была возможна только плексотомия или какая-то вентрикулостомия, но фактически постоянных методов лечения не существовало. If we look at shunts today, we are actually talking about a mortality rate which is more like around 2%. And mostly it's due to the fact that the underlying cause of hydrocephalus is causing mortality, but not necessarily the shunt itself. Но на сегодня при использовании шунтов удается добиться показателей смертности в районе где-то 2%, и то даже в этих случаях причина смерти – это как раз та же самая причина, которая вела к развитию гидроцефалии, а не использование шунта самого по себе. So I think it can be called one of the most successful treatments in neurosurgery, actually. Ну, я думаю, фактически мы можем этот метод причислить к числу наиболее успешных методов, используемых в нейрохирургии. Everybody does a shunt differently, and I don't want to tell that my way of doing a shunt is the optimal one, but at least we have some routine, and this is how we do it. Говоря о шунтах, нужно сказать, у каждого свой подход. Я вовсе не говорю, что мой самый лучший, но вот говоря о рутинном применении, вот вы можете посмотреть, как это выглядит. We always use a frontal entry point in order to place the ventricular catheter. Фронтально всегда у нас вот таким образом используется вентрикулярный катетер. We use a reservoir at the burr hole. Резервуар в точке трепанации. We put the valve behind the ear in a vertical position. Клапан за ухом устанавливается вертикально. And then we put a para-umbilical incision in order to place something like 40 centimeters of tubing inside the peritoneum. Ну, затем надрез вот таким образом внизу делается, и получается длина этой трубочки где-то 40 сантиметров. The indication for a shunt is always communicating hydrocephalus. Показания для шунтирования – это сообщающаяся гидроцефалия всегда. In contrast to non-communicating hydrocephalus, where we would try to apply endoscopy in order to establish communication between the CSF chambers. Если гидроцефалия не сообщающаяся, то здесь, напротив, мы применяем эндоскопические методы, чтобы обеспечить сообщаемость. The precondition is clean CSF, Предварительное обязательное условие – это чистый ликвор. which we would say normal or close to normal cell counts. По результатам анализа здесь должна быть норма или близко к норме. And protein level, which is also relative, we don't really know, but our personal threshold for protein level is 2 grams per milliliter. Что касается уровня протеина, опять-таки здесь все приблизительно, но для нас, вот лично мы выбрали порог 2000 миллиграмм на литр. And our threshold for body weight is 2 kilograms body weight before we place a shunt. И по показаниям массы тела как минимум 2 килограмма. Why we use a reservoir in each patient? It of course depends very much on the manufacturer of the valve you're using. Ну, почему всегда используем резервуар? Естественно, это во многом определяется еще и особенностью производителя конкретного клапана. But we think it's necessary to have a reservoir in order to have access to the CSF. Но мы считаем, что резервуар необходим для того, чтобы был доступ к ликвору. And to have a borehole reservoir, we have 3-in-1. This is first a 90-degree deflector. Ну, и здесь у нас как бы 3 в одном. Во-первых, это дефлектор 90 градусов.
We have CSF puncture possibility, Затем возможность пунктирования ликвора. and we can have a pumping function, which will basically give us some diagnostic tools in order to see if the ventricular catheter is working. Yes. Плюс еще такая насосная функция, которая нам дает возможность диагностики, насколько хорошо работает катетер вентрикулярный. So if we don't have a valve mechanism in the reservoir and we push it down just under the skin and it will not inflate or will inflate only very slowly, we know that there is a partial or complete occlusion of the ventricular catheter. Если клапанного механизма нет, и мы, соответственно, видим, что он не раздувается или раздувается, но очень медленно, мы понимаем, что там нарушение этого механизма. For the peritoneal catheter, it's important, even if you have small babies, to put it as long as possible in order to let the patient grow. Перитонеальные катетеры, особенно для новорожденных детей, он должен быть максимально длинным, чтобы был еще запас для роста. There are different ways to place it. Either we can use a trocar, Устанавливать можно по-разному, можно с помощью троакара, or we can use a micro surgical incision, just as small as possible, in order to place it by looking all this layers by layers. либо это микрохирургический надрез, минимальный по возможности, так чтобы можно было посмотреть это послойно. Or we can use laparoscopic inspection in order to see, especially if we had problems with the peritoneum and we are not sure if the resorption capacity is enough, then we would always look inside to see if everything looks fine before we И нужны еще также вот такие возможности диагностики, показанные внизу, особенно если перитонеальные какие-то есть проблемы, мы должны иметь возможность визуально проверить, что там все нормально. The alternative to a VP shunt is the ventricular arterial shunt. Of course, there are some other alternatives as well, but in Berlin we are actually get along with these two options. Альтернатива вентрикулоперитонеальному шунту – это вентрикулоатриальный. У нас, во всяком случае, в Берлине нам хватает вот этих двух вариантов. However, the amount of VA shunt is only maybe up to 2%, 2 to 3% maybe, so it's still a quite small amount of patients. Но при этом сфера применения вентрикулоатриальных шунтов все-таки намного меньше, это до 2%. And the most indication is if we have a decreased peritoneal resorptive capacity, mostly due to infection. Основное показание – это когда есть снижение резорптивной способности перитония, допустим, из-за инфекции. How we do a VA shunt? Каким образом устанавливаются вентрикулоатриальные шунты? We use the Zeldinger technique. Zeldinger technique. Используется методика Зельдина. Which means that we are puncturing the vein under ultrasound control. То есть с ультразвуковым контролем мы пунктируем вену. Here you can see how the blood can be aspirated. Видите, вот здесь аспирация крови. Then we put a wire through the needle in the atrium. Затем в предсердии вот таким образом устанавливается этот элемент. X-ray control in order to see that we are at the right target. Под рентгеновским контролем, так чтобы мы контролировали точку. Then through the wire we put an expansion catheter with a peel-away function. Через этот проводок вставляется катетер. So we can widen the vein. Так чтобы можно было вену расширить. This is now the expansion device. This is our catheter, which comes all the way from the head already down. Расширительное устройство и наш катетер, который вот таким образом идет сверху вниз от головы. And in the next step, we can pull out the inner part of the peel-away as well as the wire. Ну и на следующем шаге мы можем вынуть наружу часть вот этого катетера и сам провод. So pull this out and then put the distal catheter into the peel-away. Вытягиваем и устанавливаем дистальный катетер. As you can see here. And then the peel-away can be pulled out. И потом этот второй катетер тоже может быть вынут. And then we finally check the position of the catheter, that the tip is located
right in the atrium of the Ну heart. и затем мы проверяем, чтобы кончик катетера располагался непосредственно в предсердии. We don't like VA shunts too much because there are some complications. This is one example. Ну, артериальные шунты мы вообще-то не очень любим, потому что есть осложнения. Один из примеров вы видите вот здесь. Here we are missing the distal part just at the puncture site of the jugular vein, Вот здесь не хватает дистальной части в точке пунктирования еремной вены. and the catheter is right there. Катетер располагается вот здесь. So it's torn away because there were some scarring and the head was tilted and then То the есть он оторвался, можно сказать. we were able to revise the catheter and our cardiologist, our endovascular interventionist were able to pull out actually this part completely. Ну вот с помощью наших кардиологов мы здесь смогли фактически это все убрать полностью. But it's quite cumbersome in order to get it out. It's a little bit complicated. Но это все очень неудобно и есть большие сложности. So there might be other problems with VA shunts, venous bleeding, air embolus, catheter, occlusion. Прочие осложнения кровотечения, эмболия, окклюзия катетера. I don't have to name all of them, but in our experience, VA shunts complications are even higher than VP shunt Я complications. не буду все перечислять, но частота осложнений при использовании вентрикулоатриальных катетеров выше, чем в случае вентрикулоперитонеальных. That's why it's our second alternative and not our primary solution. Поэтому этот метод у нас стоит на втором месте, а отнюдь не на первом. However, with VP shunts, we also have problems, as we all know. В случае перитониальных шунтов у нас тоже есть осложнения, мы все о них знаем. But there's still room and especially the possibility to improve. Но, по крайней мере, здесь есть возможность устранения этих проблем. This was shown by the American Hydrocephalus Clinical Research Network, who did a historical control study in which they looked at the survival curve in the time period between 1993 and 1999. Американские коллеги провели вот такое ретроспективное исследование, посмотрели показатели выживаемости за период с 93 по 99 года. And compared it to a more modern series of patients, and they were actually able to improve their shunt survival rate. И сравнили это с показаниями за другой, более поздний период, с 2008 по 2012 год, и оказалось, что по выживаемости ситуация улучшается. So if we do better, we can make it better for the patients. То есть, если сама технология развивается и совершенствуется, это значит, что и для пациентов это тоже будет лучше. What are the problems? One main problem which described in this series is obstruction. Что касается проблемы осложнений, основная это обструкция. Other problems are overdrainage, Затем идут гипердренаж, loculation, which means that there is an compartmentalization of the CSF spaces. ну и затем это компартментализация, отделение отдельных пространств, где ликвор находится, And infection. и инфекции. And that's basically the challenge we have with shunting, because shunting is normally considered as an easy surgery, but what is not easy to avoid the complications which are around shunting. Ну вот что касается шунтирования, как метод операции, они рассматриваются как относительно простые, но есть осложнения. И вот осложнения показаны на этом слайде. And if we go from complications to complication, we can always have in mind what could be our solution. So in order to avoid infection, Ну, для каждого из типов осложнений мы всегда должны понимать, какие могут быть методы решения. Предотвращение инфекции. we should have a good protocol in order to implant the shunt in a routine basis. То есть должен быть разработан соответствующий протокол имплантации шунтов, который должен быть отработан на рутинной основе. And we may also use antibiotic impregnated catheters. Катетеры также пропитаны антибиотиками. If we have loculation like this, В случае локуляции, как показано слева внизу, it's mandatory to use endoscopy, mostly navigated endoscopy, to combine the communication and the implantation of a shunt. обязательно использование эндоскопии с навигацией.
We should try to avoid any kind of malpositioning of the implant. Ну, естественно, необходимо стараться избегать ошибочного выбора места установки. This can be done by any kind of guiding techniques. Ну, это различные методы контроля. We should have an idea about over-drainage and under-drainage problems, and we should address the hydrostatic effect. Гипердренирование и недостаточного дренирования мы тоже должны иметь это в виду, иметь возможность обеспечивать борьбу с гидростатическим эффектом. And our solution is to implement always gravitational units in order to overcome the hydrostatic effect. Для этого у нас используются гравитационные установки для преодоления гидростатического эффекта. And to use adjustable valves in order to adapt the drainage according to the needs of the patient. Ну и также это должны быть программируемые, регулируемые клапана для того, чтобы можно было параметры дренирования регулировать, подстраивать под конкретного пациента. And for obstruction, it's maybe one of the most difficult problems. Ну, сложнее всего с обструкцией. But we try to make it less possible to happen in order to clean the CSF by endoscopic lavage. Ну, мы стараемся прежде всего снизить вероятность развития таких осложнений посредством эндоскопического лаважа. A little bit more in detail, here in this slide it's discussed to be better place the ventricular catheter anteriorly or posteriorly, and this was investigated by a study in 2017. Ну, различные точки установки катетера, как показано на этом слайде, и соответствующие исследования, которые изучали результаты. And here the anterior placement had an advantage compared to the posterior placement. Здесь показано, что в случае передней установки по сравнению с задней ситуация получается в целом лучше. For the quality of placement is the most important thing, how good to be placed a ventricular catheter. This directly translates in the risk of revision. Ну, что касается качества установки, это отражается на следующем параметре. Это риск повторной ревизии. For placing a ventricular catheters, you can use a freehand landmark technique. Метод выбора точки установки катетера это может быть со свободной рукой по ориентирам. You can have guidance with ultrasound, with endoscopy, это может быть ультразвуковой контроль, эндоскопия, with navigation or with guiding techniques. Навигационные системы и различные направители. And for all of them you have quite a lot of literature. But what is important that we as neurosurgeons don't want to invest too much time, which is reflected in this survey. Ну, здесь есть обширная литература по каждому из этих методов, но основное это то, что нужно пытаться все-таки не слишком много тратить времени, как вы видите на этой диаграмме. Where people were asked, should I use something to place the ventricular catheter? One-third of the neurosurgeons said, no, I don't need anything. В исследовании задавал следующий вопрос. Нужны ли какие-то вспомогательные инструменты для установки катетера? Приблизительно 1/3 респондентов ответила, что нет, не надо, не используется. But 2/3 at least said, if it doesn't take too long, I would like to use something. Но 2/3 респондентов ответили, что если на это уйдет не очень много времени, хотелось бы иметь какой-то такой вспомогательный инструмент. So there would be a high acceptance if the effort remains to be small, that means less than 10 minutes. То есть при условии того, что времени будет потрачено не более 10 минут, в принципе, среди сообщества есть согласие. Ultrasound is a very easy technique in my opinion if the fontanelle is open. Ультразвук, я считаю, достаточно просто, если родничок открыт. Because normally the anesthesiologist has an ultrasound, you can borrow it and then have a picture through the fontanelle, and then you can directly guide your ventricular catheter even inside the third ventricle. Как правило, ультразвук есть у анестезиологов, можно его у них позаимствовать, и тогда у вас будет вот такая картинка, вы можете посмотреть катетер вплоть до третьего желудочка. Which is important, for example, if you have the small infants where the head is very small. Ну, потому что у новорожденных, если это небольшой размер головы, and if you place the catheter already here in the third ventricle and the head is growing over time, it will still remain in a good position after years. Вот здесь, в районе третьего желудочка, и в процессе роста головы он в этом же положении и останется в течение многих лет.
Another simple technique as an alternative to navigation, because navigation is quite cumbersome in my opinion. Ну и вот такой упрощенный вариант навигации, потому что сама по себе навигация тоже достаточно проблематична, по моему мнению. This is a guiding technique where we have this instrument, and the instrument has the idea to always place the ventricular catheter in the sagittal plane in a rectangular Вот такие направители, в конструкции которых обеспечено, чтобы всегда был вот такой угол 90 градусов к сагитальной плоскости. But to have an individual angle along the coronal plane, which can be calculated on an iPhone application. Ну а индивидуальный угол по корональной плоскости можно будет рассчитать в приложении в iPhone. This would look like this. If you have таким образом. A guiding technique, and you would keep it in a coronal plane at 90 degrees. Такой направитель обеспечиваете 90 градусов в корональной плоскости. You normally end up to be too medial. Ну, как правило, получается, слишком уходите медиально. The optimal trajectory would be more lateral. Оптимальная траектория должна you need to move your trajectory more medial in более латерально. То есть вот здесь снаружи вы больше медиально должны сдвигаться. This deviation can be calculated. Угол можно рассчитать. And you can just use a normal coronal image, which is just right in front of the third ventricle. Ну, нормальное, обычное корональное изображение коронарное можете посмотреть как раз перед третьим желудочком. Here you have the virtual placement of the guide, вот виртуально вы таким образом ставите направитель. Which is then translating this angulation of 7 degrees. Потом вычисляется вот этот угол 7 градусов. And you can also measure the length of the ventricular catheter to be 7 centimeters. И потом можете померить длину вентрикулярного катетера. Здесь он получается 7 сантиметров где-то. Then you can take the guide and change the position of the guide accordingly. Берете направитель и изменяете его положение согласно вычисленным значениям. And take the ventricular catheter and place it just through the guide. И затем устанавливаете вентрикулярный катетер через направитель. This is how it looks like in the operation room. Таким образом это выглядит в операционной. This is the guide, which направитель. Is the patient. This is the midline. Here's the nose. Средняя линия, вот This здесь is нос. the coronal angulation. Коронарный угол. And the catheter is placed and now pulled out. И вот вытягивается. And you can see the CSF running. И вы видите, течет ликвор. We did a study on the guide, which is called the GAFCA study. По направителям было отдельное исследование. Multi-center trial. Называется ГАФКА, рандомизированное, многоцентровое. We compared guided to freehand technique. Сравнивали свободной рукой и с направителем. In ventricles, which should be smaller than this. Если желудочки меньше, чем вот эти размеры. But still also a lot of patients had this size, where we normally would say it may be okay. Ну, все-таки такой размер довольно часто встречается, ну и, в общем, достаточно приемлемо. In the guided technique, we had a 100% first success. С направителями успех с первой попытки был в 100% случаев. Which was not the case in the freehand technique, where you had a couple of patients where you needed second, third or fourth cannulation. В случае работы свободной рукой ситуация была другая. Были случаи, когда потребовалось и второе, и третье, даже четвертое канюлирование. And for the quality of catheter placement, we were able to reduce the malpositioning rate from 32% to 10%. Качество точности выбора места установки катетера вы видите 32% в случае свободной рукой и 10% ниже частота ошибок. 10% were the fact that those catheters were not wrongly placed in the direction, but it was the length which was the problem. Вот эти 10% это не ошибка в выборе направления, а ошибка в выборе значения длины катетера. And by using catheters which have marks all 0.5 centimeters, если катетер промаркирован через каждые полсантиметра, they had even a higher rate of optimally placed catheters. То здесь по точности получается даже еще лучше. Another thing is the risk of infection, and I said the protocol is the most important thing to be applied for children to place a shunt. Риск инфекции. Здесь прежде всего это точное соблюдение протокола.
The protocol implements experienced surgeons in the OR, antibiotic administration 30 minutes before skin incision. Опытный хирург должен быть, плюс еще прием антибиотиков за полчаса до надреза. Skin cleaning and skin disinfection before the surgeon scrubs in. Очистка и дезинфекция поверхности кожи до начала работы хирурга. And repeated after the surgeon has scrubbed in. И после этого также повторяется дезинфекция. Tight draping in order not to get rid of the drapes by tunneling and doing this manipulation. Ну, далее довольно плотно должны операционный материал должен накладываться. Limited traffic in the OR. По ОР ограниченный Glove трафик. exchange and limited handling with the implant. Своевременная смена перчаток и ограничение числа операций с имплантатами. Such a protocol reduces significantly your infection rates. This was proven. Соблюдение такого протокола значительно снижает частоту инфекции, это уже доказано на практике. What about the material? There are different materials of tubing which you can use. Normally it's silicone in all cases. Материалы катетера. Трубка может быть из разных материалов, в нашем случае это силикон. We prefer barium stripe catheters compared to complete barium impregnated catheters in order to avoid chronic Мы calcification. предпочитаем не полностью пропитывать весь катетер барием, а только наружную оболочку для того, чтобы не было хронической кальцификации. Other materials are not as often used. Ну, три нижние строчки, эти материалы не очень часто используются. But antibiotic impregnated catheters are becoming more and more popular. Но при этом все большую популярность набирают катетеры с пропиткой антибиотиком. And this is due to the fact that Потому что we are actually using the antibiotic catheters only risk patients who are under the age of 1 year, who had a previous external ventricular drain. Катетеры с пропиткой антибиотиками применяются для пациентов до года жизни, у которых ранее было уже дренирование. Or who had an infection before or CSF leakage before. Или же есть в анамнезе инфекция или утечка ликвора. There's now almost published a basics trial, and this basics trial is definitely giving us more data in the near future how important antibiotic catheters are. Ну вот такое сейчас ведется исследование, которое, мы надеемся, нам предоставит более серьезную статистику по применению антибиотиков. Hold on. Connection failed. Так, что-то где-то отсоединилось. Okay. Good. Maybe we can skip this. Ну, вот это, наверное, можно пропустить. What about overdrainage and underdrainage? Гипердренирование и недостаточное дренирование. The problem with children is that we deal most of the time with chronic overdrainage. У пациентов детского возраста, как правило, бывает хроническое гипердренирование. And the overdrainage it translates not necessarily in symptoms with headaches or neurological problems, but more in anatomical changes. И это далеко не всегда проявляется какими-то признаками, головными болями и так далее. Скорее, это видно по анатомическим изменениям. These problems can be slit ventricles and complications due to slit ventricles with proximal occlusion. Это могут быть щелеобразные желудочки или такие осложнения, как, например, проксимальная окклюзия. But it can also be bone hyperplasia, microcephaly, or even shunt-induced chiari Ну, malformation. или даже гиперплазия костей, микроцефалия или же мальформация кьяри вызванная шунтом. This is a patient which is rarely seen, but it was a medulloblastoma patient, and you sometimes see the subacute overdrainage Такие случаи with бывают, hygroma. конечно, редко. В данном случае это была медуллобластома, и вы видите здесь подострое состояние, вызванное гипердренированием. This is a classical case in order to increase the resistance of the valve. Субдуральная гигрома – это классический пример, когда нужно повысить сопротивление клапана. And by just increasing the resistance of the valve, you can get rid of the hygroma in order to reverse the overdrainage. Просто повысив значение сопротивления на клапане, вы можете эту проблему с гигромой решить.
This is an example of this chronic changes at the age of 6 years, at the age of 8 years and 10 years. Примеры, как выглядят такие хронические изменения в возрасте 6, 8 и 10 лет. And finally, 19 years, you can see the bone 19 лет в итоге вы видите thickness changes over years just due to the fact that there's a severe vacuum. изменяется толщина костей из-за того, что там есть достаточно сильный вакуум. And it's important to act at this age and not to react to the complication at this Очень age. важно действовать достаточно заблаговременно вот в раннем возрасте, а не реагировать на изменения, когда уже 19 лет. And that's why we think it's very important to prevent chronic overdrainage by counteracting the hydrostatic effect. Поэтому мы считаем, что хроническое гипердренирование очень важно предотвращать, предотвращая гидростатический эффект. And use adjustability units. И для этого нужны программируемые системы. What about selecting valves? Selecting valves means that we are very weak in having solid data in the literature. По выбору типа клапана у нас данных в литературе недостаточно. The last important trial was published in 1998, where 3 valves were compared to each other. Было опубликовано последнее такое важное исследование, там сравнивалось 3 типа клапанов. And this study is the argument to say every valve is the same. Ну вот в этом исследовании аргументация была такая, что все клапаны одинаковые. If you look at the different centers which included patients, you could see differences among the centers. So one center has significant differences and others, for example, did not. Вы видите, разные клинические центры участвовали в исследовании. Вы видите, что конкретно для каждого конкретного центра ситуация своя. У каких-то были отмечены различия между разными типами клапанов, у каких-то не было. In 2019, in Journal of Neurosurgery Pediatrics, John Kessler made a nice review how many randomized trials do we have in hydrocephalus. Ну вот в журнале была опубликована вот такая статья, посвященная этой проблематике. And in terms of valves, he said that the valve from the study from 1998 said that there are only 3 valves compared. Ну, по клапанам. По этому исследованию 1998 года автор написал, что сравнивалось только 3 типа между собой. To say valves are all the same is an oversimplification because many other valves on the market have not been assessed in this way, but they should be. Ну и автор пишет, что в исследовании был сделан вывод об отсутствии каких-то различий между разными типами клапанов, но с другой стороны они сравнили только 3, а на рынке есть гораздо больше разных моделей, которые тоже нужно было изучить. So if, in my opinion, if you put a valve, you should know what kind of valve you use and should know the physics behind the valve. Вы всегда должны знать, как работает конкретный выбранный вами тип клапана, какие там физические основы. And therefore, I recommend the Chosnica work from Cambridge from 2013. Я рекомендую ознакомиться вот с этой работой 2013 года, автор Чосника, Кембридж. And they compared different kind of valves with their abilities, for example, what kind of steps of adjustabilities they have. Они сравнивали разные типы клапанов по количеству шагов, через какой шаг можно менять давление на клапане. If they have siphon controlled or the so-called anti-hydrostatic effect. Есть ли там такая регулировка сифона для предотвращения гидростатического эффекта? And also if they are sensitive to external magnetic fields, or if they are resistant to MRI, for example. Насколько клапан чувствителен к воздействию внешнего магнитного поля, к полям на МРТ-сканерах, например. And the ProGV, for example, has the highest amount of adjustability function, has a siphon control or anti-hydrostatic effect control, and is resistant to a high amount of magnetic field up to 3 Tesla. Модель ProGAV наиболее точная по детальности регулировки, есть сифон контроль и есть устойчивость к воздействию внешних магнитных полей. This is basically, and due to the fact that we made our mind according to this experimental studies, we are using this kind of valve since 2007 as a
standard valve in our unit. Ну, на базе, в том числе, результатов указанного исследования, мы выбрали вот эту модель клапана, которую успешно применяем с 2007 года. It combines a adjustability unit of differential pressure, which can be adjusted from 0 to 20. Здесь есть возможности программирования дифференциального давления, оно регулируется в диапазоне от 0 до 20 сантиметров водяного And this is столба. a permanent resistance, which is always active. То есть он всегда активный, постоянное сопротивление. And then you have a second unit, which is the gravitational unit, which is only active in the upright position. И второй блок гравитационный, который начинает действовать только в вертикальном положении. And this adds another 20 or 25, depending on what you choose, in the upright position of resistance. Что добавляет вам еще свободу по диапазону, еще где-то 20 или 25 сантиметров, смотря что вы выберете. Это мы говорим о вертикальном положении. We published our results with this valve in 2013 and showed that we have a good reliability of the valve. Результаты нашей работы мы опубликовали в 2013 году. Здесь показано, что клапан надежный. And a reasonable shunt survival rate of 64.3%. И по показателям выживаемости с такими шунтами получается 64,3%. There was an evolution of the valve so that the adjustability unit was actually enhanced. Ну, модель клапана продолжает усовершенствоваться. Программируемый блок регулировки также получает дополнительные функции. So it's easier for the surgeon. Так, чтобы было проще и хирургу, It's better tolerable for the patient. чтобы и пациент его переносил And you have проще. an acoustic and a palpable feedback by a click mechanism when to be able to adjust it. И чтобы обеспечивалась обратная связь акустическая и пальпаторная для дальнейшего программирования. The most complicated patients are the infants, and we had looked at some long-term survival rates of very small infants who received the valve. По осложнениям самая высокая частота в группе новорожденных, если мы посмотрим показатели долгосрочной выживаемости у таких пациентов. And there's always the discussion because the height is so small, why do they need an anti-hydrostatic valve? Ну, здесь всегда говорят, что длина тела настолько небольшая, зачем здесь нужно, в принципе, клапан, зачем нужно бороться с гидростатическим эффектом в таких случаях. And we can say that we had problems with the valve in terms of infection, occlusion and dysfunction, but we never had the problem of underdrainage. Ну, здесь у нас действительно были осложнения, связанные с инфекциями, с окклюзией и с дисфункцией, но проблемы недостаточного дренирования не было никогда. The survival curve looks, of course, worse because the risk is much higher. По выживаемости кривая, конечно, выглядит хуже, потому что риск гораздо выше. But still, and we had a higher shunt survival rate in patients who had no revision before. Ну, если у пациента не было ранней ревизии, то показатели по выживаемости после шунта выглядят все-таки лучше. And premature babies were doing worse than mature babies. Ну, у недоношенных детей картина получается хуже, чем у родившихся в нормальные сроки. But all of the patients were able to tolerate the gravitational unit with an adding resistance of 20 or 25 centimeters of Ну, water что contact. касается вот этого гравитационного блока, который добавляет еще дополнительно 20-25 сантиметров сопротивления, его все пациенты, в принципе, нормально переносили. This is what to do with a patient who has such a valve, which is a normal differential pressure valve without an anti-siphon effect or an У anti-hydrostatic. пациентов с таким клапаном обычным без антисифонового эффекта, без гидростатического блока. Those patients have very small ventricles and these signs of chronic overdrainage. Ну, в данном случае очень маленькие желудочки и хроническое гипердренирование, все признаки налицо. In those patients, we would always place the ventricular catheter new in order to free it from the tissue, Ну, в данном and then случае change мы the valve in order to increase the resistance of the всегда valve. ставим вентрикулярный катетер и потом заменяем клапан, чтобы повысить сопротивление. And thereby we can normalize the ventricular size in order to have a lower risk of proximal occlusion. Ну, таким образом мы можем привести размер желудочков ближе к нормальному, так чтобы избегать риска проксимальной окклюзии. This was investigated in a study where we did valve exchange towards adjustable differential pressure valve with gravitational unit. Вот такое исследование, была проведена замена на клапан с программируемым дифференциальным давлением, с гравитационным блоком. And we can show that the ventricular width
were increased, so having a lower risk of proximal occlusion. Здесь было показано, что ширина желудочка увеличивалась, то есть снижался риск проксимальной окклюзии. And had a lower rate of shunt revisions after putting higher resistance to the И shunt. после добавления дополнительного сопротивления частота ревизий достоверно сокращалась. And also the clinical symptoms were majorly resolved or improved. Ну и основные клинические симптомы также по ним ситуация оказывалась лучше. What about adjustability? How to use adjustability? We have to understand that adjustability is a treatment of the patient. Что касается такого программирования, такой регулировки, как ее применять, мы должны понимать, что она является неотъемлемой частью метода лечения. And our idea is to increase the resistance of the valve over time in order to adapt to the different activity of the patient and overcome overdrainage due to increased activity. Идея в том, чтобы увеличивать со временем постепенно уровень сопротивления, чтобы когда ребенок растет, начинает вести себя более активно, мы могли избегать риска гипердренирования. So we always use gravitational unit of 25 centimeters of water column. Гравитационный блок дополнительно 25 сантиметров водяного столба. And then gradually increase the adjustment according to age and activity from 5 to 8 up to 10 to 12. И постепенно увеличение этого значения с увеличением возраста пациентов. And maybe we even have to go higher in some patients because they still show signs of overdrainage, and this can be adapted. И, возможно, это не только 10 и 12, а может быть даже и более высокие значения, если продолжают присутствовать признаки гипердренирования. And the three columns why we adapt a valve in further follow-up would be clinical symptoms, which are mostly silent. Ну, что касается программирования, когда необходимо изменение параметров, это прежде всего клинические симптомы. The best is the head growth of a pediatric patient. So if you have a high head circumference before the shunt was placed, and then the shunt is placed with a lower resistance and then will fall down in the percentiles. Все-таки лучше объективно по параметрам размеров головы, то есть измеряется окружность головы до установки шунта и потом отслеживается этот показатель далее. Then you increase the resistance of the valve and you are able to regulate the head circumference growth, which then can be repeated after another time and to make the head grow again. В какой-то момент мы увеличиваем сопротивление и таким образом можем преодолеть вот этот эффект гипердренирования, то есть прирост окружности головы идет медленнее по более нижней кривой. Потом мы повторяем эту процедуру. And the third column is that we do regular imaging once a year or every 2 years at least in order to see if the ventricles are small, and the ventricles are getting smaller, we also increase the resistance. Ну и плюс МРТ головы раз в год или как минимум раз в 2 года, так чтобы если вдруг размер желудочков уменьшается, мы соответственно изменяли значение сопротивления. I maybe skip this. Наверное, это можно пропустить. And would do my summary. Hydrocephalus is a complex and heterogeneous disease. This is something we have to acknowledge. В целом хочу сказать, что гидроцефалия – это заболевание сложное и разнообразное в своих проявлениях, мы должны это признать. Shunt surgery in children needs experience and dedication to detail. Хирургическая операция по установке шунта у пациентов детского возраста требует достаточного опыта и внимания к деталям. Most importantly is the awareness for all possible complications which we cause ourselves as surgeons. Самое главное, чтобы мы, как хирурги, всегда имели в виду риск всех возможных осложнений. And we need to be honest about our complications, learn from them, and in order to do better. По вопросу осложнений всегда нужно быть честными с самим собой и всегда учиться, так чтобы в целом наше мастерство росло. And we have to understand the specific overdrainage problem in children in long-term perspective and try to overcome them from early on. And one solution is the gravitational unit in combination with Мы должны adjustability. понимать последствия гипердренирования в более старшем возрасте, поэтому предотвращать это заблаговременно. Одно из средств здесь это гравитационный блок и программирование.
So we should think and act for long-term solutions and not only for the surgery itself. То есть необходимо всегда иметь в виду долгосрочную перспективу, а не только момент проведения самой хирургической операции. Спасибо большое. Thank you, Professor Tamale, for your informative lections. It was very interesting. If does anyone have any questions? У кого-нибудь есть вопросы? Если есть вопросы, то давайте, пожалуйста. Да, конечно. You show us a graphic and put the difference in the time when the residents and the faculty, already neurosurgeons made the shot. But I don't know if you have in your hospital or in your city, in which month you have more mistaking you making the shot. Because for example, there is the July effect. We use in Dominican Republic in North America. It's the time when the families say don't go to hospital because the residents are coming and we're making a lot of mistakes. Yeah. So I want to know if you have that. Maybe not in July. Yeah. Был вопрос по слайду, где сравнивались результаты операции в зависимости от опыта хирурга. Yeah, I mean, this problem does always exist, everywhere exists. Maybe not as much as you described because we don't have this clear schedule in Germany. It's a little bit different organized. But you're addressing the fact that young people with low experience might cause higher complications. This is definitely the same in Germany. В принципе, в Германии тоже есть такой эффект, что люди с более низким уровнем опыта, знаний и квалификации, у них получается частота осложнений выше. Это в Германии тоже так. And this is especially true for putting shunts in children, because this is a surgery where in some centers you would be prone to say the youngest can do it. Ну, особенно ярко это проявляется в таких операциях по установке шунта у пациентов детского возраста, потому что в некоторых центрах считают, что это достаточно простая операция, и даже молодые хирурги могут это делать. Our solution to this is a very simple rule. There should be always one experienced guy and one unexperienced guy doing the surgery together, and then they can actually learn from each other, and I would still say that the older one can learn from the younger one because he gets all the questions, and by getting the questions he rethinks what he's doing and getting rid of his routine. У нас правило простое. Хирургов всегда должно быть два. Один опытный хирург, один молодой хирург, и они друг у друга учатся. Именно друг у друга. Не только молодой у опытного, но и опытный у молодого, потому что молодой задает вопросы, и эти вопросы подталкивают опытного хирурга к тому, чтобы понимать и задумываться, что и как, и почему он так делает. And over the long years, then the unexperienced surgeon will become an experienced one, and they will swap. Ну и со временем молодой хирург, он также становится опытным и переходит на эту вторую роль, соответственно. It can be every time during the year. Ну а в каком месяце, в какой момент года, в принципе, у вас это происходит, в общем-то, в любой момент. Спасибо. Кто-то еще? Хорошо, если нет вопросов, тогда профессор Тамали прочитает нам вторую лекцию по философии и технологии МИТКы. The second. What is my second lecture? No, this is his lecture. So you do the second lecture and then I... So, добрый день.
My name is Roland Schulz and I'm coming from a company in Germany called Mietke. Меня зовут Рональд Шульц, и я представляю немецкую компанию, которая называется Митке. This company is doing shunts now for 30 years. Ну, мы на сегодня являемся производителем шунтов вот уже в течение 30 лет. And nothing else, only shunts. Только шунты, ничего кроме шунтов. And I'm from the beginning with this company, so that means my whole professional life I'm searching about shunts and also nothing else. Ну и я в этой компании работаю также с момента ее основания, то есть всю свою профессиональную карьеру и деятельность я посвятил исключительно шунтам. And here I would like to explain a little bit our thinking of the physics behind in Хотелось бы рассказать вам о том, каким образом мы видим физические принципы и основы действия шунтов. And give you some recommendations how to treat from our perspective kids and adults in the best way. Ну и дать какие-то рекомендации по применению шунтов как часть метода лечения пациентов детского возраста. I would like to do it very simple. Хотелось бы не усложнять без нужды. From my perspective, if you look on the shunt market, there are only two classifications. Я считаю, что если говорить о всех моделях шунтов, присутствующих на рынке, здесь может быть только две системы классификации. There are a lot of companies offering so-called conventional differential pressure valves. Есть целый ряд компаний, которые предлагают так называемые традиционные шунты дифференциального давления. This is nothing else than a valve with one opening pressure. Ну, это просто клапан с одним единственным значением давления и открывания. And on the other hand, you will find shunts, I call it hydrostatic valves. They are changing the resistance depending on the body position. С другой стороны, есть другое семейство шунтов, я их называю гидростатические клапаны, у которых меняется значение давления и открывания. If you look on the first group, you can have these one pressure shunts fixed or programmable. Ну, в первой группе можно выделить две подгруппы с фиксированным значением давления и с программируемым значением. So what is the problem with such a one pressure fixed valve? Ну вот первая подгруппа — фиксированное значение давления и открывания клапана. And it doesn't matter if you use low or medium or high valves. И здесь не важно, какое это значение, низкое, среднее или высокое. If you see the physical conditions in shunting, Ну вот физические условия работы шунта. you are connecting two water capacities. Мы подключаем здесь как бы два значения водяного столба. So this glass should represent the ventricles, Вот это у нас слева стакан как будто желудочек, and this is the abdominal cavity. а справа брюшная полость. And with a shunt, you are connecting the ventricles and the abdomen. Шунт связывает между собой эти две емкости. The lying position is physically very easy to understand. В положении лежа все понятно с физической точки зрения. We have the same hydrostatic level. Один и тот же гидростатический уровень. That also means if you want to have a physiological brain pressure, То есть, если у нас должно быть физиологическое значение давления в головном мозге, you use a valve which corresponds with this brain pressure. нам потребуется клапан, который обеспечивает такое значение давления. So in other words, if you want to have, let's say, 10 centimeter brain pressure, you implant a valve with 10 centimeter opening pressure. То есть, если нам нужно давление внутри головного мозга 10 сантиметров, то нам нужен соответствующий клапан с соответствующим значением открывания. So that's quite easy. Это все достаточно просто. The problem is the standing position. А вот в положении стоя начинаются проблемы. If you using the same valve, and you are doing this if you are implanting a one pressure shunt. Если у нас используется точно такой же клапан, For example, 10 centimeter opening pressure. допустим, тоже давление открывания на клапане 10 сантиметров. Now you have a huge hydrostatic between the ventricles and the abdominal cavity. Теперь у нас гидростатическая разница по давлению между желудочками и брюшной полостью уже большая. And you see with me, if I have the reference of the third ventricle and the diaphragm. Вот, допустим, на моем примере, вот уровень диафрагмы и уровень третьего желудочка.
my hydrostatic is much more than 10 centimeter water. Здесь получается гидростатическое давление у меня гораздо больше, чем 10 сантиметров водяного столба. And the result will be a very negative brain pressure. А получается в результате результирующее давление на уровне головного мозга будет очень сильно отрицательное. And that's the reason why you see, for example, in children, after many years of shunting, И вот поэтому у детей, у которых шунт стоит уже много лет, shrinking ventricles, because there's always a negative suction on у the них brain. уменьшается размер желудочков, потому что постоянно идет очень сильное дренирование. So then companies are coming and saying, okay, the solution is a programmable shunt. Ну, соответственно, появилось решение, компании стали предлагать программируемые шунты. But in fact, what you are doing with all these programmable shunts, now you can change the opening pressure, Ну, они нам дают возможность фактически изменять значение давления открывания на клапане, but you are changing the pressure in the same way as you are implanting a low, medium or high pressure valve. но при этом давление меняется одновременно с изменением уровня давления, средний, низкий и высокий. And even in a high pressure shunt, И даже уровень давления определяется моделью шунта. И даже если это модель шунта с высоким давлением, you know, the highest level is 20 centimeter water. у нас максимальный уровень все равно 20 сантиметров водяного столба. The brain pressure can be negative even in the highest setting. Даже при выборе самых высоких значений результирующее значение на уровне мозга будет отрицательным. So and in the highest setting, you have an unphysiological situation in the lying position. И при этом, если у нас выбрано максимальное значение, то в положении лежа получается ситуация нефизиологичная. So that's for a simple programmable valve, for my understanding, is not a solution. Поэтому я считаю, обычный программируемый клапан – это не решение. Therefore, I would like to present hydrostatic valves. Я бы хотел поэтому представить вам гидростатические клапаны. So the simple idea behind the hydrostatic valve is to offer to the patient a more or less physiological pressure in the lying position. Идея достаточно простая, чтобы давление в положении лежа было более-менее близким к физиологическому, But switching to a much higher resistance in the standing position. и при этом в положении стоя можно было сопротивление выбирать гораздо более высоким. So and this can be as a fixed pressure valve or a programmable one. Это может быть клапан как с фиксированным значением давления, так и с программируемым. So and here you see our solution for a so-called fixed hydrostatic pressure valve. Для клапанов с фиксированным значением гидростатического давления наше решение выглядит вот таким образом. And you see such a valve is a combination of a ball and cone spring valve Клапан and an additional gravitational unit. представляет собой вот такую комбинацию: обычный пружинный клапан и гравитационный. We are combining two pressure units. То есть они объединяются два в одном. This gravitational unit is not active in the lying position. В положении лежа гравитационный блок не работает. So the lying position is like you know, one valve is working. То есть в положении лежа все как мы привыкли, работает один клапан. I would call it, if you know, the Hakim type, yeah, so a ball and cone spring valve is controlling the lying position. А если это тип Хакина, то здесь получается, что вот этот пружинный клапан регулирует всю эту ситуацию. If the brain pressure is high enough to compensate the spring, the valve is open. А если давление в головном мозге достаточно высокое, чтобы компенсировать действие этой сжатой пружины, то клапан работает. So now, as soon as the child coming upright, Вот ребенок встает в положении стоя, the second unit, the gravitational unit, gets activated. включается второй блок, гравитационный. And the technique is very simple. A heavy tantalum ball is falling down. Здесь достаточно простой физический принцип: тяжелый шарик из тантала падает вниз. And the heaviness of the tantalum ball creates an additional resistance. И вес этого шарика как раз и создает необходимое сопротивление. And now you see why we call it PDGAV. Ну, почему выбрано такое название этой модели? PD for sure stands for pediatric. Ну, PEDI – это педиатрический, And GAV means gravity assisted valve. и следующая аббревиатура – это клапан с гравитационным действием.
So we are using the gravity of this heavy tantalum ball. работающий от силы тяжести, которая действует на этот большой тяжелый шар. And now both valves are working together. Теперь эти два клапана работают совместно, And the hydrostatic, so the sucking pressure must overcome both valves to open the shunt again. и гидростатическое давление при отсосе через эти клапаны должно обеспечить необходимое значение давления. You see the valve is made from titanium and quite small. Ну, вы видите, выполнен он из титана, он достаточно небольшой по размеру. And we have different valves for different patients of age. И для разных возрастных групп пациентов у нас разные модели. So we would recommend for the very small babies a pressure of 4 centimeter water. Для новорожденных мы рекомендуем модель с давлением 4 сантиметра And for the older ones, a little bit higher pressure. и чуть-чуть более высокое значение для пациентов более старшего возраста. But what you also see, we would recommend from the beginning, from the small babies, a very high pressure for the standing position. Но при этом даже с самого начала для самых маленьких детей мы рекомендуем для положения стоя высокие значения давления. So and if a small baby comes upright, we don't have 24 centimeter, maybe that's too much. То есть, если ребенок новорожденный, ребенок небольшого возраста переходит в положение, вертикальное положение стоя, то здесь не нужно такого большого высокого давления. But let's call it, this is an overcompensating of the hydrostatic effect. Ну, можно назвать его, тем не менее, средством компенсации гидростатического эффекта. But the small baby is not coming that much upright in the first year. Но, с другой стороны, дети в течение первого года жизни не так уж часто находятся в вертикальном положении. And the kids, they are growing so fast, so easily or very fast they are growing into this setting. Ну и тем не менее растет ребенок все-таки достаточно быстро, и очень скоро ему этого высокого значения давления как раз хватает. But if you have to revise a shunt and the child is a little bit older, you can also use a higher gravitational unit. Ну, если требуется ревизия шунта, и ребенок при этом уже немножко постарше, вы можете установить модель с более высоким давлением. And you see the valve is not switching from one pressure to the other. Ну, вы видите, что значение давления меняется не резко. So this is here the body position. Yeah, 0 degree means lying, 90 degree means standing. По оси X изменение положения тела, угла положения, то есть 0 градусов это положение лежа, 90 градусов положение стоя. The valve is continuously changing the pressure from the very low resistance to the very high. И, соответственно, изменение угла положения тела, сопротивление на клапане также постепенно меняется. Okay, coming to the adults. Далее, взрослые пациенты. I said the lying position is quite easy to understand. Ну, в положении лежа, как я уже сказал, все достаточно понятно. But the problem is if you have an abdominal pressure. Но проблема давления в брюшной полости. For sure also this has an influence. Это, конечно, тоже влияет. And therefore you see here for a normal sized adult we would recommend this kind of opening Ну, вы pressure. видите, для взрослого пациента в нормальном состоянии мы рекомендуем вот такие значения, 5-30. For adults, in general, I'm convinced that 5 centimeter is quite a low, but quite a good opening pressure for a valve. Ну, для взрослого пациента я согласен, что 5 сантиметров это достаточно мало, но все-таки для открытия клапана это достаточное значение. But if you have an adult which is quite small and maybe non-active and also with abdominal pressure, Ну, если у пациента относительно небольшие размеры тела и он ведет неактивный образ жизни, плюс высокое абдоминальное давление, you can go down with the pressure, maybe back to a PDJV. можно значение давления выбрать поменьше, опять-таки взять вот эту детскую модель PDJV. In opposite, for sure, if you have quite a tall and young patient, you can also increase the hydrostatic pressure here on this side a little bit. Или же другая крайность, если, допустим, пациент высокого роста и молодого возраста, мы можем выбрать более высокие значения давления. So I think such kind of hydrostatic changing valves
is a very good and standard treatment. Ну, мне кажется, такие гидростатические клапаны – это очень эффективный метод лечения. But for sure, an adjustable hydrostatic pressure gives a little bit more possibilities. Ну, если это гидростатический клапан с программируемой функцией, то это дает еще более широкие возможности. But if we are talking about adjustability, the question is, should we have adjustability for the lying position or should we have it for the standing position? Ну, что касается функции программирования, вот такой вопрос. Нужна ли она нам для положения лежа или только для положения стоя? And the possibility for the lying position was presented by Professor Tomale. Ну, что касается положения лежа, то об этом нам рассказал профессор Томале. This is our Pro-GAV. И, соответственно, наш клапан Pro-GAV. So you see here in the first unit, now you have the chance for changing the pressure. Ну, вы видите, теперь у нас появилась возможность изменить значение давления. And the second unit is exactly the same like I presented before. И второй блок, расположенный справа, это то, о чем я уже говорил. So now you have here the possibility of changing between 0 and 20 centimeter То есть water. здесь можем менять давление в диапазоне от 0 до 20 сантиметров водяного столба. It is always important to say centimeter water because I know some of you maybe know millimeter. So in other words, that's 0 to 200 millimeter. Именно сантиметры водяного столба. Если вы привыкли к миллиметрам, то, соответственно, от 0 до 200 миллиметров. And 0 for sure sounds maybe very stupid. Ну, 0, конечно, звучит довольно глупо. Why I should buy a shunt and change the valve to 0 to nothing? Ну, зачем, вот покупая шунт, мы вдруг ставим значение 0, то есть никакой функции от него не получаем. For sure this is nothing for the first implantation. Ну, это только для момента первой имплантации. But if you think about these old patients' normal pressure, you can start with quite a low pressure, but as a second or third setting, 0 could be an option then. Ну, что касается пациентов уже более старшего возраста с высоким давлением, вы можете начинать с какого-то небольшого значения, а потом, если вдруг такая необходимость возникнет, у вас есть в вашем распоряжении возможность установить 0. The second unit, as you know, is the same like the second unit in the PD-GAV or GAV. Ну и второй вот этот блок гравитационный, так же как в модели PD-GAV. It's not active in the lying position, В положении лежа он не активен, but in the standing position it gets activated. в положении стоя начинает работать. So, and you see here the same chart again from Professor Tomale. Ну и тот же самый шунт, о котором говорил профессор Томале. If you adjust the Pro-GAV to 5 centimeter, you have in the lying position only this programmable part activated. Допустим, мы поставили 5 сантиметров на клапане Pro-GAV, в положении лежа у нас вот такая ситуация. And step by step, the resistance inside the shunt gets increased. И потом постепенно, при переходе в положение стоя, сопротивление на шунте начинает расти. So how can you measure and change the pressure setting? Как можно измерять и, соответственно, изменять значение по давлению? You will have two instruments. Здесь два измерительных прибора. This is the compass for measurement, and this is the adjustment tool for changing the setting. Справа компас для измерения значения и для установки требуемого значения давления. You see here, you go to the patient with the compass and you can easily measure the pressure. Подносите компас близко к голове пациента, измеряете давление. And if you want to adjust, you come with the big magnet. Для того, чтобы изменить значение, используйте мощный магнит. What is very important, you have to press with your finger first on the valve. Ну, очень важно, чтобы вы сначала пальчиком нажали на клапан. Because without pressing on the valve, you cannot adjust the valve. Потому что если вы этого не сделаете, запрограммировать клапан у вас не получится. You know, we have a lot of magnetic fields in our environment. Магнитных полей вокруг нас очень много. And even MRI scan will not MRI scan, so yeah,
will not influence the setting of the valve without pressing on the valve. И даже если пациент проходит МРТ, если не нажата эта кнопка, то данное магнитное поле не повлияет на значение. So if it comes to the pressure recommendations, Рекомендации по выбору значений давления. for children as well as for adults, we have the same programmable unit with the options between 0 and 20. И для детей, и для взрослых у нас один и тот же программируемый блок с диапазоном от 0 до 20. And depending on the age, you have to choose the additional gravitational unit. Ну и что касается второго гравитационного блока, его значение мы выбираем в зависимости от возраста. So that means for the small babies and also for the quite old, non-so-active adults, we would recommend 20. И для маленьких детей, и для очень пожилых пациентов, ведущих неактивный образ жизни, мы рекомендуем 20. But for the kids, they are older than Professor Tomale said, 2 years, up to quite young adults, and I'm seeing here adults younger than 60 years, we would say 25. Для детей от 2 лет и для взрослых до 60 лет мы рекомендуем 25 сантиметров. Also, we are offering an adjustable valve for the standing position. Также мы предлагаем программируемые блоки для использования в положении стоя. Because the standing position might be the situation which creates more problems with overdrainage. В положении стоя выше риск того, что будет гипердренирование. And you see here, this is the opposite to the Pro GAV. Ну, здесь вы видите, мы с другой стороны смотрим на тот же шунт Pro GAV. Now you have the fixed valve on the lying position side and the adjustable unit for the standing position. Теперь у нас клапан с фиксированным значением для положения со стороны, которая соответствует положению лежа, а с другой стороны для положения стоя у нас программируемый блок. So I don't think I want to tell you this in detail, but once again, this is a valve adjustable for the standing position, and maybe in the case of slit ventricles in kids, this is a good option to increase the ventricles again. Опять же, не буду углубляться в детали конструкции. Это клапан программируемый, который, особенно для пациентов детского возраста, дает вам возможность регулировать диапазон давлений. And at the end of my talk, I only want to show you another maybe interesting device. Ну, в заключение хочу показать вам еще один очень интересный прибор. The problem for you as a neurosurgeon is that you only can see the clinical situation in a CT scan or you talk with the patient. У нейрохирургов часто бывает проблема, что источники информации у них ограничены либо КТ снимком, либо информация выясняется в процессе общения с пациентом. But never you can really measure the physical values inside the shunt. При этом значения физических параметров в системе шунта померить невозможно. And this is exactly the idea of this implant. Ну, вот для этого как раз и предназначен вот этот имплантат. You see it is a little reservoir. Видите небольшой резервуар. Inside the reservoir there is a ship, and this ship can measure the pressure inside the shunt. Внутри находится чип, который измеряет давление в системе шунта. So this is not an active implant, so you need to bring electricity in. Данное устройство само по себе не активно, то есть чтобы оно работало, необходимо электропитание. And in the same moment you measure the pressure and bring it to this device. Но при этом, подав электропитание, вы можете померить давление. So here you see a little video. И небольшой видеофрагмент. The patient is lying. Пациент в положении лежа. The sensor is implanted. It's a lung-side implantable. Oh, sorry, I will. Имплантируемое It's a устройство. long-term implantable implant. Долговременный имплантат. And as long as you have these antenna on the patient, you can see the pressure inside the system. Ну и через антенну передается информация по параметрам давления в системе шунта. And I think you cannot see it quite good,
But this is the pressure here in the lying Ну position. вот на экране немножко все-таки видно, это давление в положении лежа. So, and what you see in the moment the patient stands up, the Вот он pressure is going down. переходит в вертикальное положение, давление снижается. But here the value is minus 5 centimeters. Давление получается минус 5 сантиметров. And this is exactly what we want to see. We want to see slightly negative pressure in the upright И position, в принципе так и должно быть. В вертикальном положении должно быть небольшое отрицательное значение давления. but not values, let's say, minus 20 or more. Но не минус 20 и не больше, чем минус 20. So, and for sure, if the patient is coming back in the lying Вот он position, опять ложится, the pressure goes also back to this kind of и level. давление возвращается к прежнему уровню. Okay, so that's it. Ну Thank you вот very на этом much. все. for Спасибо за attention. внимание. Теперь, если можно, я продолжу лекцию Роланда и представлюсь. Меня зовут Ирина Галыга, я продакт-менеджер компании Esculapi Brown Medical в России по нейрохирургии. И хотела бы представить линейку шунтов, о которой говорил Роланд сейчас. И в данный момент эти шунты расположены за столом. Прошу вас подойти, и я хотела бы показать механизм настройки шунтов, поскольку Роланд уделил внимание новой линии шунтов ProGap2. В настоящий момент они у нас еще в стадии регистрации. Мы имеем ProGap первую версию. Это немножечко разные системы, и этому я хотела уделить внимание. Будьте добры, для кого это интересно, подойдите к столу. Thank you, Roland. Можете немножечко помочь, я хочу выделить сюда, чтобы была возможность подойти со сторон. Может, мы обойдемся без усиления звука?
Коллеги, да, у нас сейчас перерыв. Давайте в 11:30 мы продолжим. У нас будет продолжение лекционного дня.
Дамы и господа, мы продолжаем. Сейчас профессор Тамаля прочитает нам лекцию о постгеморрагической гидроцефалии. Также затронет тему нейроэндоскопический лаваш, инфекция кровотечения и сравнение с коагуляцией сосудистого сплетения. Sorry. So the next talk will be about a technique in order to reduce the protein inside the ventricles, which we introduced for two indications for infection, mainly ventriculitis and also for premature intraventricular hemorrhage. I will mainly talk about premature IVH because there's more background, but I will also show you a series about ventriculitis. Ну, сначала в основном будем говорить о случаях, когда это новорожденные пациенты, но потом рассмотрим, если останется время, и другие случаи. First of all, as an introduction, if you have a intraventricular hemorrhage grade 1 or grade 2, it increases the likelihood of moderate to severe neurodevelopmental impairment by 1.4. Здесь вы видите статистика, каким образом влияет кровотечение на исходы. And if you have grade 3 or grade 4, you will have an impairment risk by 2.5 already. Вы видите, что если это, допустим, третья или четвертая стадия, то риск нарушения увеличивается 2,44. This includes moderate to severe cerebral palsy. Это может быть церебральный парез от средней до тяжелой степени, Cognitive delay, задержку когнитивного развития, visual impairment and hearing impairment. нарушение зрения и нарушение слуха. If you look at the guidelines for treating hydrocephalus, which were published in 2014 in the Journal of Neurosurgery Pediatrics, в рекомендациях по лечению гидроцефалии, опубликованных в ноябре 2014 года в журнале «Нейрохирургии в педиатрии», then you don't get so many information about how to treat this complex disease. Majorly, they recommend that clinical judgment is required to use the right technique. Ну, в общем-то, мы не увидим достаточно серьезных, глубоких, детальных рекомендаций. В целом они ограничиваются такими словами, что требуется вынесение клинического суждения. And the four different options are ventricular access device, which means a reservoir, external ventricular drainage, a ventricular subgaleal shunt, or a lumbar puncture to get a CSF relief. В принципе, существует 4 метода, из которых приходится выбирать. Это устройство с ventricularным доступом, внешний ventricularный дренаж, ventricular-субгалиозные шунты или люмбальные пункции. There are 2 points which are summarized from the literature. One is that ventricular subgaleal shunts reduces the need of daily aspiration. Ну, можно сделать в целом 2 вывода. Это то, что вентрикулярные субгалиальные шунты снижают необходимость ежедневной аспирации ликвора. And then second, that the ventricular access device reduces morbidity and mortality compared to external ventricular drainage. И второй, это то, что устройства с вентрикулярным доступом снижают смертность и болезненность по сравнению с внешним дренажом. However, these are not so much recommendations where we can make a good protocol out of it. Ну, можно сказать, что рекомендаций не так уж много. На то, чтобы составить на их основе какой-то протокол, их не хватит. How many patients actually who have a bleeding will end up being a neurosurgical patient? Ну, в итоге, статистика среди всех пациентов, у которых есть кровотечение, сколько из них в итоге переходит на стадию нейрохирургии? This was investigated in a quite big cohort of almost 150,000 patients, and here you can see that 9.3% of all IVH patients develop hydrocephalus. Ну, статистика такая, выборка была довольно большая когорта, 150 тысяч пациентов практически. Вы видите, что у 9,3% из всех пациентов с кровотечением в итоге развивалась гидроцефалия.
38.3% of IVAs with ventricular dilatation received a shunt. 38,3% пациентов с вентрикулярной дилатацией в итоге получали шунт. But 82% of patients who had been touched by a neurosurgeon При этом at least once, at the end received a shunt. в итоге практически 82% пациентов, с которыми так или иначе имел дело нейрохирург, в итоге получали шунт. So these are the different perspectives. If you have a shunt rate of this cohort of patients, you always have to think what is the basic rate of patients you are looking at. То есть здесь нужно смотреть с разных точек зрения по всей этой когорте и по всей группе пациентов, у которых были шунты. Normally, a strategy to treat those patients would be that you have an intraventricular hemorrhage with no hydrocephalus, and if the patient is stable, you don't do anything as a neurosurgeon, you just wait and watch. В целом стратегия такая: если у пациента интравентрикулярное кровотечение, если состояние стабильное, то в общем случае ничего делать не требуется, просто наблюдаем. But if you have a symptomatic hydrocephalus, Но если есть симптоматическая гидроцефалия, there's normally some intervention which needs to be done, and it could be EVD, a reservoir, so ventricular access device, or a ventricular subgaleal shunt. во втором в этом случае выбор такой: либо внешний дренаж, либо устройство вентрикулярного доступа, либо VSGS. And those have the idea to temporizing CSF relief, and then decide if symptomatic hydrocephalus stays the same, but for a certain amount of time you can always go back and try to relieve more CSF. Ну и после обеспечения оттока ликвора, первичного оттока, мы уже смотрим, остаются ли у нас присутствовать симптомы гидроцефалии, и, возможно, потребуется еще последующий дренаж или пункция. If the patient is stabilized, you can wait and watch, and maybe he doesn't need a shunt, but if the hydrocephalus being dynamic, you have to wait until the body weight is sufficient, the protein level is low, and you have a normal cell count, and then you would put a ventricular peritoneal shunt under normal conditions. На этой второй стадии в центре на слайде, опять-таки, если ничего не происходит и все стабильно, можно продолжать наблюдать, но если развивается в дальнейшем гидроцефалия, мы должны обеспечить соблюдение условий, показанных справа, то есть чтобы вес тела был более 2 кг, уровень белков в ликворе менее 2 грамм на литр и нормальные показатели анализа. И тогда мы рассматриваем установку вентрикулоперитонеального шунта. Here's one approach by the Dutch community, and the Dutch community tries to put just ventricular access devices and try to puncture as early as possible in order to get the CSF out. Ну вот в Голландии следующий подход – это установление шунта на наиболее ранних этапах, чтобы обеспечить отток ликвора. They reported about the quite low shunt rates, so only from 62 patients, 14 received a shunt. Ну, по частоте шунтирования у них не очень высокие цифры, то есть у 62 пациентов шунты были установлены только у 14. But they had quite a high mortality rate. Но при этом довольно высокая смертность. And the mortality rate is actually even higher because in the Netherlands you would early decide on even not treating a patient, so not even doing any neurosurgery, and let the patient just die. На самом деле показатели смертности даже еще выше, потому что в Голландии принята следующая философия, что решение принимается на достаточно ранних этапах. То есть если на раннем этапе не принято решение об установке шунта, то это означает, пациент просто умирает дальше от естественного хода. In general, these different treatment options I already mentioned. Then sometimes people would use a direct puncture through the fontanelle in the ventricles. However, this has caused a lot of infection, and there's a Cochrane library recommendation to actually not use this anymore. Слева показано один из 4 вариантов: прямое пунктирование через родничок, но на самом деле это ассоциируется с высокой частотой инфекции. Даже в последнем Cochrane выданы рекомендации, что это не рекомендуется. For the others, there was in 2015 a literature review being done about the results of these three, and you can basically see
В 2015 году тоже было опубликовано очередное исследование, статистика вот такая. That interestingly for infection rate, EVD seems to be better than reservoir and subgaleal shunts. По показателям риска инфекции получается, что внешний дренаж даже дает более хорошие результаты, чем резервуар и шунты. That the hydrocephalus rate was lowest, so arrested hydrocephalus was highest in EVD compared to reservoir and shunt and subgaleal shunt. По показателям гидроцефалии также минимальная, то есть остановка гидроцефалии получается самая высокая в случае внешнего дренирования. But the operative revision rate was the highest in EVD. А вот по показателю необходимости ревизии вариант с внешним дренированием получается лидирует, чаще всего требуется ревизия. Which means basically that it's good to bring the CSF out, which is polluted by blood. По сути, это означает, что внешнее дренирование – это наилучший способ удаления излишнего ликвора, который загрязнен. But maybe EVD is not the best technique because it causes more complications. Но сам по себе как метод внешний дренаж не самый лучший, потому что очень высокая частота осложнений. This was also confirmed by an English-Polish study, which is called the DRIFT study, which was published by Whitelaw in 2007 and 2010. Также подтверждается английским исследованием DRIFT, которое было опубликовано по результатам за 7 и 10 годы. And this study protocol included an EVD frontal and an EVD occipital, and they irrigated the ventricles together with a hemolytic agent in order to get all the CSF washed out. Схема лечения следующая. Внешнее дренирование фронтальное и затылочное, потом по желудочкам и ирригация желудочков, как показано на этой схеме. It was a randomized trial, but the trial needs to be stopped because the mortality rate and also the rebleeding rate was too high, so they had to stop the study. Исследование было рандомизированное, но им пришлось его прекратить без достижения конечных точек, потому что очень высокая была частота кровотечения и высокая смертность. But before stopping the study, they included 70 patients, and after 2 years, they found out that actually the patients who received the irrigation were neurological better than the ones who did not have this irrigation. Но они все-таки успели включить в исследование 70 пациентов, и по истечении 2 лет оказалось, что те, у которых была ирригация желудочков, с неврологической точки зрения показывали более хорошие результаты, чем те, у которых ирригации не было. And you can see that this is basically due to the fact that the severe disability rate was significantly reduced, so you had a lower amount of severe disabled patients. Ну, это в основном благодаря тому факту, что показатели инвалидизации были серьезно снижены. In 2007, Sergio Caballero, who's a Brazilian neurosurgeon, introduced for the first time the brain wash by neuroendoscopic means. В 2007 году бразильский исследователь Кавальеро впервые предложил метод промывания мозга у недоношенных детей. This is basically an endoscopic approach to the ventricles. Эндоскопический доступ к желудочкам. And the best is to use an endoscope who has different channels who are going all the way to the tip of the endoscope. Лучше всего такие модели эндоскопа, у которых внутри сразу несколько каналов проходит вплоть до кончика эндоскопа. Then you use one channel where the irrigation goes in, По одному из will каналов. dilute the blood, and channel where the irrigation goes out. По одному каналу поступает ирригационная жидкость, она, соответственно, растворяет кровь, и она вытекает по второму каналу. In addition, you can go with the endoscope and actively aspirate the blood. Дополнительно, возможно, еще активная аспирация крови также через эндоскоп. And this is the idea in order to get all the blood out of the ventricles. Ну и вот таким образом обеспечивается удаление всей крови из желудочка. And this is what we are doing since 2010 in our hospital, and we basically replaced
the EVD subgaleal shunt ventricular access device intervention to neuroendoscopic lavage plus a reservoir. Мы это делаем в нашей клинике с 2010 года. Фактически теперь у нас используется нейроэндоскопический лаваж плюс резервуар. If the hydrocephalus come back, we would puncture the reservoir with 10 mils per kilogram body weight. Если гидроцефалия возвращается, то мы делаем пункцию резервуара с показателем 10 мл на килограмм веса тела. And then we would again decide about a VP shunt as usual. Ну и потом опять принимаем решение об установке вентрикулоперитонеального шунта, как обычно. What is the indication for surgery? First, we need to have symptomatic hydrocephalus. Показания к такой операции прежде всего симптоматическая гидроцефалия, On the basis of intraventricular hemorrhage, в основе которой лежит интравентрикулярное кровотечение. there should be an elevation of head circumference crossing the percentiles. При этом по окружности головы также должен быть превышен определенный порог. And a significant ventricular dilatation above the 97th percentile in ultrasound indices. Еще одно условие – это значительная дилатация желудочков по результатам ультразвукового исследования, свыше 97%. Clinical signs are more difficult to interpret, but of course bulging fontanelle is also a precondition. Ну, клинические признаки, их, конечно, интерпретировать намного сложнее, но, естественно, взбухший родничок – это один из таких признаков. These are our ventricular sizes in ultrasound indices, and here you can see the 97th percentile, so all of the ventricles are much bigger than. Ну, вы здесь видите по результатам ультразвука, по размерам желудочков, видите, во всех случаях размеры желудочков значительно выше, чем 97% сантилей. In the operation room, we would do a lateralized entry point. В операционной The patient is placed on the vacuum mattress. латерализованная точка доступа, на вакуумном матрасе располагается пациент. Then we use the ultrasound in order to guide the endoscope inside the ventricle. Ну и с ультразвуковым контролем у нас используется направитель, чтобы попасть эндоскоп внутрь желудочка. We either use a MyNob or the regular Lotta, however without the outer sheet. Либо модель MyNob, либо обычная лотта, но без внешней оболочки. And we connect two tubes, and here the irrigation goes in, and here the irrigation goes out. Две трубочки, ирригация поступает внутрь желудочка и выходит из него по второй трубочке. And then you can see the intraoperative setup that we are looking now in the ventricle, and here you can see again irrigation goes in, clear, and irrigation goes out, bloody CSF. Ну, здесь вы видите расположение оборудования, смотрим, что происходит внутри желудочка, и внизу две трубочки. Ирригационная жидкость заходит внутрь и выходит из желудочка по второй. It's very important to establish a balanced inflow and outflow, not to have too high intracranial pressure. Ну и также очень важно регулировать, что протекает через эти две трубочки, втекает и вытекает так, чтобы не было избыточного внутричерепного давления. We do gentle aspiration of the blood clots and not trying to take away parenchyma and also choroid plexus. Мягкая аспирация сгустков крови, чтобы удалялись только сгустки, не задевалась паренхима и сосудистое сплетение. The aim is to clear all supratentorial ventricles. Цель состоит, чтобы очистить все супратенториальные желудочки. We are using 1 to 3 liters of warmed lactate-free Ringer solution. Используется от 1 до 3 литров раствора теплого, безлактатного. And the OR time is in mean 70 minutes. Время ОР среднее значение 70 минут. And then we move the endoscope around in order to get as much blood as possible. And we would not go in the fourth ventricle, but also in the third ventricle. Затем мы перемещаем эндоскоп таким образом, чтобы покрыть максимально весь объем. В четвертый желудочек мы при этом не входим. И в третий So this тоже. is a small video where we do the puncture first. Здесь на видео пунктирование сначала. And then we are already inside the ventricle. Here you can see the blood-polluted CSF will be aspirated. Внутри желудочка вы видите ликвор, загрязненный кровью, аспирируется. Here you see the screen inside the ventricle, and here На is экране the внутренняя желудочка. lactate-free CSF, lactate-free Ringer solution, which then goes in the
in the inflow И channel. здесь, вы which is видите, this one. подается безлактатный раствор. And the outflow channel would just passively just rinse down, or if we aspirate the clots, we will take the syringe. Выходной канал, либо он пассивно вот таким образом стекает вниз, либо, если это активная аспирация, то она идет через шприц. Okay. After we finish, we put a reservoir. This is the reservoir we put. We seal it with gel foam. По окончании устанавливаем резервуар. В данном случае герметичность обеспечивается гелевой пеной. So the gel foam will be in the corticotomy at the level of the bone as well. And then we fix it with a subgaleal suture, subcutaneous suture, and a running cutaneous suture. Таким образом, она идет до уровня кости, и потом мы фиксируем это субгалиальным швом. We published our results in 2014, and we were able to show that our shunt rate, which was formerly 100%, went down to 58%. Результаты мы опубликовали в 2014 году, получили вот такие показатели по перитонеальным шунтам. Когда-то это было 100%, сейчас это 58%. We also saw that the infection rate went down as well as the multiloculated hydrocephalus went down. При этом снизилась частота инфекций и снизилась частота случаев с многокамерной гидроцефалией. There was a Turkish group who published their data with the same technique in 2018 in Turkish neurosurgery. Турецкая группа опубликовала работу в 2018 году в журнале Turkish Neurosurgery по аналогичному методу лечения. And they also introduced endoscopic ventricular irrigation and had also a shunt rate of 60%. Также использовалась эндоскопическая ирригация, и показатели по шунтам составили 60 с небольшим процентов. With a lower infection rate compared to their ventricular conventional treatment group or ventricular subgaleal shunt, where the infection rate was about 30%. Частота инфекций была значительно ниже по сравнению с двумя другими группами, которые представляли собой традиционный метод лечения и вентрикулосубгалиальный шунт. We introduced the same technique for CSF infection, basically ventriculitis. Такой же метод используется в случаях инфекций ликвора, вентрикулит в основном. We published a study in 2018 about the conventional treatment group where we did not use lavage and the lavage group. В 2018 году опубликовали результаты исследований, традиционный подход без лаважа и подход, когда использовался лаваж. And in this study, we could prove that we could significantly bring down the protein level by the lavage in the CSF, as well as the cell count significantly was lowered after lavage. Нам удалось показать, что у нас содержание белков значительно снизилось после проведения процедуры лаважа, и результаты анализа тоже стали значительно лучше. In infection, you have a higher group of patients from 23, there were 8 patients who needed more than one lavage because you need to clear the ventricles over several procedures. В этой группе среди 23 пациентов было 8, которым потребовалось несколько последовательных процедур лаважа. The shunt rate was much higher than in the IVH group, so it was 91.3%. По показателям шунтов были более высокие цифры, чем в группе с межжелудочковым кровотечением. Здесь было 91,3%. But after putting a shunt, so for those patients, the shunt revision rate was significantly lower compared to conventional group, as well as the shunt reinfection rate was dramatically lower. Зато после установки шунта необходимость случаев, когда требовалась ревизия, была значительно ниже, чем в контрольной группе, и частота инфекции также была значительно ниже. This is one example where we had a very small baby with primary IVH, grade 3, and then a sepsis with staph epidermidis, and then later on even a serratia meningitis. Маленький ребенок с межжелудочковым кровотечением 3-й степени, потом сепсис и потом серратия менингитис.
At that time, we introduced the endoscope, and you can see here now the snowstorm appearance in the ventricles, where all the poos and the infectious material can be. Вот здесь вы видите, что видно в эндоскопе внутри желудочка. Это просто какая-то метель, когда вся эта инфекция таким образом там выглядит. It takes quite a long time to clear this up. Для того, чтобы это очистить, нужно достаточно много времени. At the beginning, the patient received the ventricular access device. Сначала было установлено устройство вентрикулярного доступа, But later on, the patient needed a shunt in follow-up due to increased size of ventricles. но затем потребовался шунт из-за того, что увеличивался размер желудочков. Coming back to the neuroendoscopic lavage for post-hemorrhagic hydrocephalus, we just published in 2018 a series of 56 patients. В 2018 году нами были опубликованы результаты по группе 56 пациентов, новорожденных с постгеморрагической гидроцефалией. In this study, we quantified the amount of blood we were able to get out, and in most of the patients, the majority of blood was able to take out. Мы указывали объем крови, который нам удавалось отводить у пациентов. У большинства было возможно полное удаление крови. But since we're using a rigid endoscope, it might be difficult to get the amount of blood in the temporal horn, which was sometimes the case because we are coming from here, and then looking in this area, we are not able to у get нас around. жесткий эндоскоп, нам иногда бывает сложно зайти в рог желудочка, и поэтому есть ограничения. We also looked at the complications in this series, and we saw that we had rebleeding rate of 5 patients with 8.9%. По частоте осложнений. Повторное кровотечение у 5 пациентов 8,9%. 3 patients had a minor bleeding with no surgery, but 2 patients had a bigger bleeding and needed another neuroendoscopic lavage after 14 days. У 3 пациентов небольшое кровотечение без необходимости операции, при этом еще у 2 пациентов сильное кровотечение, которое потребовало повторного эндоскопического лаважа в течение 2 недель. 6 patients needed antibiotic therapy, but in only 2 patients we definitely found germs in the CSF. У 6 пациентам проводилась терапия антибиотиками, и было 2 пациента, у которых в ликворе были найдены показатели инфекции. We had CSF collection of fistula in 2 patients without interventions, and 3 patients needed a suture. Что касается накопления ликворной фистулы, у 2 пациентов не потребовалось никакого вмешательства, 3 пациентам были наложены швы. From 56 patients, 3 patients died. 3 пациента из 56 умерли. And 2 patients died actually to either septic complication or bronchopulmonary dysplasia. 2 пациента умерли из-за септических осложнений и бронхолегочной дисплазии. But 1 patient was the patient of those who had a rehemorrhage and died after the secondary IVH. So it was a direct complication of the intervention. При этом был один пациент, у которого было повторное межжелудочковое кровотечение, от которого он и умер. То есть это было как бы такое вторичное осложнение. But if we compare these complications to our previous scheme, we can say that our infection rate is lower, our arrested hydrocephalus is better, our mortality rate is lower, and also the operative revision rate is lower compared to what we found in the literature. Но все-таки, если смотреть это и сравнивать с традиционным методом, получается, что в нашем случае частота инфекции была ниже, по частоте остановки гидроцефалии также лучше показатели, по смертности ниже, и в целом это более хорошие показатели, чем те, которые публикуются в целом в литературе. However, this is only a single or bi-center, it's actually 2 centers, and these are multi-centers meta-analysis, so it's very difficult to compare. Но все-таки сравнивать здесь достаточно сложно, поскольку у нас участвовал по максимум 2 центра, хотя фактически 1 центр, а в первом случае это мета-анализ многоцентровый. We also found that if the patients needed shunts, they were less prone to have shunt revisions. These were our conventional group. This is our neuroendoscopic lavage, and there was only 2.7 versus 4.3
revision surgeries per patient. Также было показано, что в случае, если нами принималось решение об установке шунта, то у таких пациентов необходимость последующей ревизии была меньше, ниже, чем в последующей группе. Плюс еще вот статистика, которую вы видите слева на слайде внизу. Our shunt survival rate was 63 at 12 months and 56 at 24 months, which were higher compared to literature. Выживаемости после установки шунта, вы видите, 12 месяцев это 63% и 24 месяца 56%. Эти цифры выше, чем то, что в целом приводится в литературе. And then looking at the neurological outcome, we were similar to the drift outcome studies, so we were also able to reduce the amount of mortality and severe disability. По неврологическим результатам, результаты аналогичны тому, что было в исследовании дрифт, то есть удалось снизить смертность и серьезную инвалидизацию. But more strikingly, because the Bailey score is also not telling you the true story, because it does investigation at 2 years, and you don't know how the development will further continue. Ну, что еще удивительнее, потому что в основном результаты ограничиваются возрастом 2 года, и потом нет информации о том, что происходит с этими пациентами. But looking at the cerebral palsy scale, we could see that 28% were walking normally, and up to 75% were only up to level 2 cerebral palsy, so they were still able to walk alone. В целом, по показателям церебрального пареза мы видим, что есть группа 28,6%, у которых были очень хорошие результаты, и если посмотреть в целом, зеленые это 75%, у которых степень не выше 2, то есть в принципе они могут самостоятельно ходить. These are the pictures, how they look like, so they are not normal patients in most of the cases, however, the whole procedure became more stable in our На снимках это выглядит вот таким образом, то есть в любом случае их, конечно, нельзя назвать нормой, но зато эта процедура все-таки в целом дает результат и обеспечивает какую-то стабилизацию. We did also some measurements on ventricular size and outcome, and there was some correlation, but I don't want to go into detail. I want to strike. Были проведены также результаты замеров размера желудочков и установлены соответствующие корреляции, но в эти детали я углубляться не буду. Я лучше расскажу о другой теме. I would now strike to show you our trophy registry, which is a treatment of post-hemorrhagic hydrocephalus in neonates study, which is supported by the International Federation of Neuroendoscopy. Регистр называется ТРОФИ, аббревиатура расшифровывается как лечение постгеморрагической гидроцефалии у новорожденных при поддержке Международной федерации нейроэндоскопистов. And the aim is to define safety and efficacy of different surgical treatment regimens of post-hemorrhagic hydrocephalus in neonates in terms of complications, shunt dependency and neurological outcomes. Задача определить безопасность и эффективность применения различных методов хирургического лечения постгеморрагической гидроцефалии у новорожденных с точки зрения частоты осложнений в зависимости от шунта и неврологических результатов. This is the steering committee, which is an international representative. Руководящий комитет, международное представительство. I would like, whoever is interested in IVH in neonates, I would very much like to invite you to take part in this registry. Если вам интересна эта тема, я вас приглашаю присоединиться к этому регистру. It's an online registry, so you find all over the world by this URL the registry with this page. Регистр в онлайне, соответственно, его адрес вы видите внизу слайда, можете туда заходить на эту страничку. And you can go to new registration. Потом вот здесь New Registration, вы регистрируетесь. And by going to the new registration, you have to fill in an eligibility form, which is not really an eligibility form, it's more just giving the information of how you treat those kind of patients in your hospital today. Но при этом вам нужно заполнить вот такую формочку, которая называется «Критерии включения в исследование». На самом деле это вовсе не критерии, вам просто нужно предоставить информацию о том, какими методами вы лечите такие заболевания у себя. It's an online form, so you don't have to fill in paper, it's all online. Форма полностью электронная, не нужно ее распечатывать и заполнять от руки. And after you have sent this information, you will receive a username and a password. Ну и после того, как вы отправите эту информацию, вам пришлют юзернейм, имя пользователя и соответствующий пароль. It's very important to mention that we have strict inclusion criteria. That means
gestational age below 41 weeks, no previous surgical treatment to hydrocephalus. Критерии включения пациентов здесь достаточно строгие, то есть это, во-первых, возраст до 41 недели, отсутствие предыдущих процедур лечения гидроцефалии. And IVH together with hydrocephalus treated by lavage, external ventricular drainage, ventricular access device or ventricular subgaleal shock. Документально по ультразвуку подтвержденное межжелудочковое кровотечение, которое привело к гидроцефалии, которое лечилось методами эндоскопического лаважа, внешнего дренирования, устройства вентрикулярного доступа и субгалиального шунта. And also important is the ability to follow up the patients for 5 years. Еще очень важный параметр – это чтобы вы могли наблюдать этого пациента в течение 5 лет после операции. This is the flow of data acquisition. So we have basic patient data, we have pre-op data, then we have data about the technique, and then post-op characteristics, and then the follow-up. Вот такой алгоритм сбора и заполнения данных – это основные характеристики пациента, данные перед операцией, соответствующие параметры после операции и наблюдение в указанные моменты возраста 6, 12 месяцев и далее. I will not go into detail of this. This is the current stage. We have 30 centers which are registered around the world. Показываю вам текущее состояние. В целом в мире зарегистрировано 30 центров в нашем регистре. There's no center from Russia yet. Российского пока ни одного нет. So this gap needs to be filled. Надо как-то заполнить этот пробел. There's also no center from the Caribbean yet. И Карибские острова тоже отсутствуют на этой карте. We have 19 patients included until now, and we started also, only this year with our center, and then slowly all the centers came in, and we are actively recruiting. На данный момент у нас зарегистрировано 19 пациентов, но мы только начали в этом году, только наш центр. Сейчас мы активно рекрутируем, привлекаем другие центры. So basically, this is a very international collaborative approach. And every center who will contribute will be acknowledged in the publication. То есть это действительно международный подход. Каждый из центров, который принимает участие в этой инициативе, потом будет упомянут соответствующим образом. And this is already to summarize that basically our idea is this is a complicated disease. We know that we are not able to heal the patients in our circumstances, but we can try to make the best out of them. And this is an approach to contribute. Еще раз хочу подчеркнуть, что это заболевание сложное, полностью излечить пациентов таких мы не можем, но как минимум мы должны стараться достичь какой-то стабилизации. Thank you very much. Спасибо за внимание. Any questions? И, пожалуйста, задавайте вопросы. Вопросы? Хорошо, если вопросов нет, то тогда... Вопрос больше организационного характера. Подскажите, пожалуйста, как принято лечить детей с такой сложной патологией в вашей организации? Где они базируются? В перинатальных центрах или же в отделении нейрохирургии? И кто наблюдает за наружным дренажом, за введением определенных препаратов, за пункциями данных детей? In Berlin, we have a very integrated center. So our neurosurgical unit is integrated in a big pediatric hospital. У нас в Берлине центр достаточно интегрированный, мы являемся частью большой клиники. So we see all of those patients every day on 3 different possible units. То есть ежедневно мы наблюдаем таких пациентов, вариантов может быть 3 отделения, куда они могут попадать. Which I would think this is the most optimal condition to have the patients in your center and you can do your daily routine visits. Ну, я думаю, это оптимальная организационная схема, когда пациент находится в вашем центре, и вы можете его наблюдать в ходе ежедневных обходов. However, we also get some referrals from other centers, do the surgery in our center,
wait a couple of days until everything is stable, and then we would send them back. Ну, к нам также направляют пациентов и из других центров. Они у нас проводят сутки или двое, момент операции и после, и потом они уже направляются в тот центр, откуда они были направлены. But they would at least have a reservoir, and then we would consult them by telephone when or when not to puncture the reservoir, yes or no. Ну, как минимум на этот момент уже будет установлен резервуар, и потом по телефону мы с лечащим врачом обсуждаем, делать пункцию или не делать. And if they need a shunt later on, it can be placed either in the center there, if they are experienced neurosurgeons, or they will send the patient back to put a shunt later. Если позже возникает необходимость в установке шунта, это может быть сделано либо у них в центре, их нейрохирургами, если они достаточно опытные, либо в нашем центре. Спасибо. Еще вопросы? Вопросов нет. Хорошо, профессор Тамали, спасибо большое. Следующий с докладом выступит аспирант кафедры нейрохирургии Сеченского университета на базе Федерального центра нейрохирургии Абдмажитова Малика с лекцией «Эндоскопическое лечение кист силиевой щели». Спасибо. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, участники конференции, дорогие гости. Разрешите представить вашему вниманию небольшое сообщение по поводу нашего опыта, по поводу реоперации арахноидальных кист средней черепной ямки у детей. Так, в нейрохирургическом пособии в основном нуждаются симптоматические арахноидальные кисты средней черепной ямки 2 и 3 типа по классификации Галаси. В литературе встречается описание открытых шунтирующих и эндоскопических методик хирургического лечения арахноидальных кист средней черепной ямки, а также их комбинации, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Тем не менее, в лечении арахноидальных кист, именно арахноидальных кист средней черепной ямки в частности, нет единой концепции оказания хирургической помощи. Вероятно, данное явление обусловлено наличием ряда осложнений как в ближайшие, так и в осложненные периоды, а также неэффективностью проведенного хирургического лечения, которое, в свою очередь, требует повторных вмешательств. Реоперация или же повторная операция после хирургического лечения арахноидальных кист средней черепной ямки по литературным данным достигают 73%. Так, на базе Федерального центра нейрохирургии города Тюмени за период с 2012 по 2018 года было прооперировано 72 пациентов детского возраста с арахноидальными кистами средней черепной ямки. Первичное хирургическое пособие данным пациентам выполняли следующие. Это эндоскопическая кистоцистерностомия 65%, кистоперитониальное шунтирование 5 пациентам и краниотомия с иссечением стенок арахноидальной кисты в 2 случаях. На долю больных, которые потребовалось 2 и более операций, пришлось 15 человек, что составило порядком 21%. Следует отметить, что половина пациентов с рецидивами первично оперировались по месту жительства. Материалы и методы данных пациентов, которым проводились реоперации. Возраст больных в период проведения первой операции варьировал от 1 месяца до 12 лет. Детей до 1 года было 53%. По гендерным характеристикам детей женского пола было 5, а мужского 10. Клиника складывалась из общемозговой симптоматики, из очаговой. Симптоматическая эпилепсия была у 3 пациентов, задержка психомоторного развития у 7, задержка речевого развития у 4 пациентов и дисфункция 3-й пары черепно-мозгового нерва у 1 пациента. Изменения на глазном дне зафиксированы в 3 случаях. Сопутствующие аномалии были у 4 детей, причем у 3 из них аномалии центральной нервной системы. Левостороннее расположение кист было 12, правостороннее 3. По классификации Галаси 2 тип был у 5 пациентов и 3 тип у 10 пациентов.
Период между первой и повторной операцией варьировал от 1 месяца до 11 лет. Период ремиссии в среднем составил 2 года 10 месяцев. Всем пациентам проводились МРТ, КТ головного мозга с индивидуальной периодичностью. КТ-цистернография применена у 5 пациентов, в результате которых изолированный характер кисты диагностирован у 4 пациентов и частичная изоляция была у 1 пациента. На слайде справа трехмерная реконструкция КТ-цистернографии в правой средней черепной ямке отмечается отсутствие заполнения контраста. Согласно архивным данным, у пациентов с рецидивами были проведены первичным этапом следующие операции. Это эндоскопическая кистоцистерностомия в 9 случаях, кистоперитониальное шунтирование у 4 пациентов и у 2 пациентов проведены краниотомия с иссечением стенок арахноидальной кисты. На данной диаграмме приведены процентные соотношения. Вторым же этапом данным пациентам проведены следующие операции. Это эндоскопическая кистоцистерностомия у 6 пациентов, наружное дренирование у 2 пациентов, кистоперитониальное шунтирование, либо же ревизия шунта у 4, и по 1 пациенту проведены следующие операции. Это эндоскопическая кистовентрикулоцистерностомия, субдуросубгалиальное дренирование и ревизия раны. В проведении третьей операции нуждались 9 пациентов. Им проведена следующая операция. Это эндоскопическая кистоцистерностомия в 2 случаях, ревизия кистоперитониального шунта у 3 пациентов. И по 1 пациенту проведена следующая операция. Это эндоскопическая установка стента в 1 случае, ревизия кистоперитониального шунта и эндоскопическая в сочетании с эндоскопической кистоцистерностомией в 1 случае, удаление субдуросубгалиального дренажа у 1 пациента и также у 1 пациента субдуроперитониальное шунтирование. В 4-й операции нуждались 3 пациента. Каждому проведены следующие операции. Это микрохирургическое сечение стенок арахноидальной кисты, удаление кистоперитониального шунта и установка стента, и удаление субдуроперитониального шунта. На данном слайде представлена таблица всех пациентов с рецидивами, которым были проведены следующие операции. В столбце номер 1 указаны пациенты и возраст пациентов на момент проведения первого этапа хирургического лечения. В столбце номер 2 указан первый этап хирургического лечения и название операции, который был применен данным пациентом. И, соответственно, в столбце номер 3, 4 и 5 последующие этапы хирургического лечения. После первой операции у 4 пациентов наблюдались осложнения, такие как субдуральная гидрома в 3 случаях или кварея в 1 случае. В предыдущей таблице желтым маркером отмечены те пациенты, у которых наблюдались указаны осложнения. В общей сложности 15 больным реоперация на арахноидальной кисте средней черепной ямки проведена в количестве 41. Разрешите представить клинический пример. Пациент 1 года. Первым этапом данному пациенту проведена краниотомия, сечение стенок арахноидальной кисты, и в связи с осложнением, такой как ликварея, проведена ревизия раны. Обе операции проведены по месту жительства, затем пациент был прооперирован в Федеральном центре нейрохирургии, ему была проведена эндоскопическая кистоцистерностомия. На слайде слева видны МРТ-снимочки до операции. И после 3-го этапа хирургического лечения на слайде справа. Также пациент 1 года, следующий клинический пример. И данному пациенту первым этапом проведена эндоскопическая кистоцистерностомия. И в связи с осложнением, такое как субдуральная гидрома, было проведено субдуросубгалиальное дренирование данному пациенту. И 3-м этапом этому же пациенту данный субдуросубгалиальный дренаж был удален. На слайде справа проведены МРТ-снимочки пациента, на слайде слева, извините, проведены снимочки скана МРТ до операции. Значит, в верхнем
в правом углу КТ-картина после второго хирургического этапа, после установки субдура субгалиального дренажа. И в правом нижнем углу КТ-снимочки после третьего этапа хирургического лечения. Сканы конечные, они плохого качества, так как пациент консультирован дистанционно. Следующий клинический пример – это пациентка 6 лет, ей было когда проведено первичное хирургическое лечение, такая как эндоскопическая гистоцистерностомия, и после 2-летней ремиссии у пациентки наблюдался рецидив, и данная пациентка была прооперирована повторно, также использована эндоскопическая гистоцистерностомия данной пациентки. Данный клинический случай был опубликован в виде научной статьи. Разрешите продемонстрировать видеокейс. МРТ до операции. Инспекция кисты. Видим на медиальной стенке закрывшуюся облицерированную стому после первого хирургического лечения. Эндоскопическим инструментом проводится рефенестрация данной области. Проводится дополнительная фенестрация, либо же двойная фенестрация. Эндоскопическими инструментами проводится увеличение данных стом, расширение, гильотиновый нож. Активное пульсовое ликворное колебание, коагуляция стенок стомы для профилактики, повторная облитерация артерий базилярис, МРТ до-после операции, объем до-после операции, МРТ после операции, видим стому, и МРТ фазоконтраст с ликвородинамикой. Но, учитывая все вышеперечисленное, мы попытались ввести некоторые критерии возможной эффективности хирургического лечения. Данные пациенты были разделены на две группы. В первую группу входили 15 пациентов, у которых была проведена реоперация, и во вторую группу введены пациенты, у которых была проведена одна операция. Количество пациентов указано выше. Симптоматическая эпилепсия встречалась практически в одинаковых количествах. Сопутствующие аномалии несколько превалировали в группе 1, у которых была проведена реоперация. Также отличались размеры кисты по галасе. 2 больше превалировало в группе 1 у пациентов, которым была проведена реоперация. По расположению кист, по сторонности отличий практически не было. Послеоперационные осложнения после именно первого хирургического лечения, конечно, естественно, наблюдались в группе номер 1 у больных, которые нуждались в реоперации. Патологическое содержание кистозной жидкости было у 2 пациентов, и те были отнесены в группу номер 1, у которых наблюдались реоперации, которым проводилась реоперация. У пациентов во второй группе, в принципе, кистозная жидкость была приближена к цереброспинальной жидкости и была нормальной.
Детей до 1 года превалировало больше в группе пациентов, которые нуждались в реоперации. Их было практически в 2 раза больше, 53%. По сравнению с группой номер 2, 12 пациентов, 21%, которым понадобилась 1 операция. Зависимость в данной таблице нами представлена в виде зависимости эффективного хирургического лечения орхоидальных кист среднечерепной ямки от возраста пациента. По данной таблице видно, что менее эффективной является категория от 0 до 1 года, и в принципе старшие группы критически не отличались. Литературные данные, по литературным данным некоторые моменты, конечно, отличались, так как Холст, например, больше поддерживает микрохирургическую операцию на орхоидальные кисты среднечерепной ямки и считает, что при эндоскопической кистостеностомии больше пациентов нуждаются в реоперации. По другим источникам, в принципе, особых отличий не наблюдалось. Процент повторных операций на орхоидальные кисты среднечерепной ямки составила у нас 21%. Необходимость в последующей операции пациентов после первичной эндоскопической кистостеностомии возникла в 14% случаев. Нужда повторных операций при проведении других вышеперечисленных методик в совокупности составила 86%. Эндоскопическая кистостеностомия вызвала наименьший процент рецидива, что, соответственно, потребовало меньшую необходимость в реоперациях. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вопросы? Да. Okay, thank you for this wonderful series. That's very nice work. Congratulations. Спасибо, прекрасная работа, я поздравляю вас. I would like to ask, you said that 53% of the infants had more than one surgery, which I think is a very important conclusion of your work. Вы, мне кажется, говорили, что у 53% новорожденных была необходимость повторной операции. Мне кажется, очень важный вывод. Could you specify how many of those 8 patients received the shunt? Вы не могли бы указать, вот среди этих 8 пациентов, скольким был установлен шунт? У пациентов с реоперациями? No, only the patients who are under the age of 1 year Только среди тех, кто with до redo года. surgeries who received the shunt. Пациенты до года с повторной операцией, вот скольким из них был So установлен if you шунт? go 2 slides. Еще 2 слайда. Первое, кистоперитонеальный шунт у нас использован в 4 случаях у больных с реоперациями. And the 4 cases have been under the age of 1 year? Эти 4 случая – это дети до года. Нет. Сейчас я вам скажу. Детей до года с шунтом 1. 1 пациент. Okay, thank you. Спасибо. Еще вопросы? Тогда перейдем к следующей лекции. Сейчас будет читать аспирант кафедры нейрохирургии Сеченского университета на базе нашего федерального центра нейрохирургии Рустам Фархмаджон. И выступит он с докладом «Эндоскопическая вентрикулостомия третьего желудочка, осложнения эндоскопической вентрикулостомии третьего желудочка и шунтирование пациента». Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости.
Мой доклад будет немножко отличаться от плана. Сегодня мы будем поговорить с вами о повторной вентрикулоцистерностомии дна третьего желудочка. В настоящее время опубликовано достаточно много работ, посвященных результатам и неудачным случаям эндоскопической вентрикулоцистерностомии, а также повторной эндоскопической вентрикулоцистерностомии. По данным разных авторов, есть некоторые факторы, которые влияют на состоятельность или на закрытие данной стомы. Какие факторы? Это в первую очередь является диаметр первичной стомы, формирование вторичных арахноидальных мембран, геморрагические или инфекционные осложнения, а также сгустки крови или при распаде опухоли тоже происходит зарастание стомы. Немаловажным фактором является также возраст пациента при проведении и первичной, и повторной вентрикулоцистерностомии. Так что же делать? Установить шунт или попробовать повторно сделать эндоскопическую вентрикулоцистерностомию? Был проведен анализ базы данных Федерального центра нейрохирургии, и в период от 2011 по 2018 год было проведено 503 первичных операции эндоскопической вентрикулоцистерностомии, плюс 33 повторные эндоскопические вентрикулоцистерностомии. В общем количестве у нас получилось 536 операций. В общей группе 89 пациентов составили взрослые, 447 дети. В группе повторной ЭВЦС мы также выделили пациентов по разным возрастным группам. Дети до года составили 14 пациентов, от 1 до 2 лет 2 пациентов, от 2 до 17 лет у нас 10, и взрослые пациенты в количестве 7. Выбор пациентов осуществлялся на основании симптомов гидроцефалии, а также по данным нейровизуализации, включая МРТ, фазовое контрастное МРТ и КТ головного мозга. По нашему мнению, тщательное изучение до операции МРТ головного мозга и особенно цистерны позволяет выявить некоторые патологические случаи. Например, размер передний и задний размер межножковой и препонтинной цистерны меньше, чем 6 мм, а также наличие вторичных арахноидальных мембран. При изучении МРТ головного мозга у 20 пациентов выявлено тривентрикулярная, у 13 пациентов было выявлена тетравентрикулярная гидроцефалия. Этиологии гидроцефалии в нашей группе составили из повреждения головного мозга, внутрижелудочковое кровоизлияние, врожденный стеноз водопровода мозга, идиопатический стеноз водопровода мозга, а также постинфекционные стенозы, мальформация Денди-Уокера, а также опухоли головного мозга, включая ректальная глиома, каверномо-пениальной области и другие опухоли. Также все операции были проведены с использованием разных видов эндоскопов, включая канальные, полостные эндоскопы, ригидные, полуригидные эндоскопы, а также гибкие эндоскопы, видеоскопы, плюс соответствующий инструмент. Это вентрикулостомические щипцы, монополярный катетер, также баллон-катетер, двухбаллонный, однобаллонный катетер Фогарди. С 2012 года в нашем центре активно используется такой вид эндоскопа, это полуригидный иголчатый нейроэндоскоп. С наружным диаметром с оболочкой составляет 2 мм, а рабочий канал самого канала составляет 1 мм. Также соответствующие инструменты, это вентрикулостомические щипцы плюс баллон-катетер. Техника применения данного эндоскопа была опубликована 2 года назад нашими авторами. Там подробно описаны все технические моменты проведения данной операции. Также мы активно используем систему нейронавигации во время планирования и во время проведения данной операции.
Итак, в группе первичной ВЦС, и состоящей из 503 пациента, 271 операции были проведены с использованием стандартных эндоскопов. Это эндоскоп ГАП, лотта, мини-лотта, а также 232 с использованием полуригидного игольчатого нейроэндоскопа. Повторно из этой группы с использованием стандартного пришли к нам на повторную операцию 21, а с использованием полуригидного эндоскопа 12 пациентов. А при проведении повторной операции 23 больным операция была выполнена с использованием стандартного эндоскопа, 10 операций были выполнены с использованием полуригидного эндоскопа. Техника повторной ВЦС никак не отличается от первичной. Используются техники фрихенд и фиксированный эндоскоп. Тут, я извиняюсь, не исправил возраст, потому что когда пациентка поступила первично, у нее было 13 лет. Она поступила к нам с диагнозом обструктивной тривентрикулярной гидроцефалии, тектальная глиома. Была проведена первичная операция вентрикулоцистерностомия с использованием ригидного эндоскопа. Проводится стандартная вентрикулоцистерностомия. Ревизия и расширение вентрикулостомы. Это уже после операции, то есть состояние при повторном поступлении, когда имеется закрытие вентрикулостомы. На следующем слайде пациентка поступила повторно. Вот имеется закрытие стомы. Мы проводили повторную вентрикулостому. Имеется закрытие стомы вторичным арахноидальными рубцами. Также была проведена ревентрикулоцистерностомия, иссечение вторичной мембраны. Расширение стомы. И вот фазовая контрастная МРТ покажет нам, что стома функционирует. Следующая пациентка, 7 лет, повторно поступила к нам с диагнозом тривентрикулярная гидроцефалия. У нее атрезия водопровода мозга. В 2015 году была проведена вентрикулоперитонеальное шунтирование. В 2016 году в другой больнице была проведена эндоскопическая вентрикулоцистерностомия, поэтому нам не удалось найти первичную видеосъемку. Нами была проведена повторная операция. Имеется стеноз вплоть до закрытия вентрикулостомы. Учитывая передний и задний размер межножковой цистерны меньше, чем 6 мм, у данной пациентки операция была проведена с использованием полуригидного игольчатого нейроэндоскопа. Я извиняюсь, что дальше не проходит. Результаты. Как мы отметили, что мы разделили пациентов по разным возрастным группам, и эффективность тоже у нас возникла по разным процентам. У детей до года эффективность повторной ВЦС составила 36%,
от 1 до 2 лет 100%, ну там у нас пациенты были всего лишь 2%, от 2 до 17 лет у нас составило 91%, а в взрослой группе у нас 70%. Также мы провели сравнение между применением стандартного ригидного эндоскопа, а также полуригидного игольчатого нейроэндоскопа. Эффективность от стандартного 61%, с использованием полуригидного 70%. А общая эффективность повторной ВЦС у нас наступила у 21 пациента. Это составляет у нас 64%, которые добились шунтонезависимого состояния. Наши данные вполне соответствуют данным наших зарубежных коллег, которые начинаются от 60 до 90%. Осложнения тоже описаны в литературе. Это интраоперационные, послеоперационные и отсроченные осложнения. В нашем случае интраоперационное осложнение в виде брадикардии наблюдалось у одного пациента. У нас не были внутрижелудочковые кровоизлияния, повреждений базилярной артерии тоже не было. Послеоперационное осложнение тоже. А вот отсроченное, то есть до года, у нас из 33 пациентов у 12 наступило закрытие стомы, после чего у 10 пациентов выполнено вентрикулоперитонеальное шунтирование, в 2 случаях было выполнено уже еще раз повторная вентрикулоцистерностомия. Преимущества и недостатки применения предложенного нами полуригидного эндоскопа. Преимуществом является менее травматичный доступ, без шунта, не зависит от размера желудочков, не зависит от размера межножковой цистерны и, соответственно, меньше осложнений. Минусы – это есть риск все равно повреждения больших сосудов, а также качество изображений. В нашем центре была разработана такая концепция, то есть применение стандартного и полуригидного эндоскопа, учитывая такие анатомические структуры. При выраженном сужении, а также при полной окклюзии межножковой цистерны, применение стандартного эндоскопа мы считаем противопоказанием, а наоборот показанием для применения игольчатого эндоскопа. Узкие желудочки, а также узкие отверстия Монро тоже являются противопоказанием, для применения игольчатого эндоскопа. И передний и задний размер препонтинной цистерны меньше, чем 6 мм, мы также считаем противопоказанием для применения ригидного, а показанием для полуригидного эндоскопа. В заключение, повторная ВЦС также является безопасной процедурой, как первичной, и эту процедуру нужно выбрать как первичный метод лечения, прежде чем установить шунт. Тщательное дооперационное планирование доступа операции, хода операции с использованием системы нейронавигации является гарантом успешности повторной операции. Также использование более усовершенствованных инструментов, такие как в нашем случае полуригидного игольчатого эндоскопа, является безопасным, эффективным методом. Все. Спасибо за внимание. Большое спасибо за доклад. У кого-нибудь есть вопросы? Вопросов нет. Тогда наш план действия таков. Сейчас у нас будет перерыв на обед, после чего у нас будет практическое занятие, мастер-класс в кадаврной лаборатории. Он начнется в 14:15. Все.